Привет, Саргалыч, привет. Здравствуй. Меня вчера невежливо прервали аварии с интернетом, поэтому вчера мы незапланированно мало побегали. Привет, Валер, привет. Поэтому сегодня как раз, ну, я думаю, может быть, еще 3-4 часика, и мы игру зафиналим. Я думаю, что я сейчас посижу, упарюсь, и мы игру сегодня зафиналим. Игра, как таковая-то, она небольшая. Привет, Фенрис, привет. О, привет, Лимберджек. Так, ну чего? Мы вчера закончили на том, что нас грубо прервали с товарищем египтянином. When I told you that you would not find a way back up, that was not a prediction. That was a promise. You will die here. Угу. Так, ну нет нужды доводить до насилия. I disagree. I warned you against coming down here, against perpetuating this sacrilege, but you persisted. You have undermined and dishonored the true God of the underworld. How did you think this would end, if not with bloodshed? Привет, гусак. Валера, гусак. Как игра, собственно, ты знаешь, неплохая, но это адвенчура. То есть, в принципе, игрушка неплохая, с неплохим римским колоритом. Поэтому она, насколько я знаю, в Стиме стоит очень недорого. Поэтому, в принципе, за свои деньги она этого вполне стоит. Неплохая игрушечка, небольшая. То есть, буквально там пару-тройку вечеров. И вполне. То есть, как историю посмотреть вполне интересно. Так, выслушай меня. Very well, I will listen. But if I sense deception, or if you further insult my gods, I will carry out my threat. So tell me, why should I let you live after you salvaged this instrument of blasphemy? Ну, если бы я ее бы оценивала по пятибалльной шкале, я бы где-то поставила бы, наверное, 4 балла из 5. Если по 10-бальной, ну, где-то, наверное, 8 баллов из 10. То есть, вполне очень даже неплохо. С учетом того, что игру делали буквально, как говорится, 3-4 энтузиаста. Сюжет неплохой, любопытный. Надоесть не успевает. Привет, Religion, привет. Тему римского города. Из-за засухи в Галисии Испанию можно посетить останки римского военного лагеря. Судя по фотографии, основание было основательным. Ты имеешь в виду, что что-то настолько пересохло, что там аж обнажились остатки римского военного лагеря? Во сколько саргалов из Валеры оцениваешь? Блин, это сложно. Да, это очень интересный вопрос. Это надо подумать, это какая-то новая шкала измерения. Так. Строить свою работу на основе чужой не постыдно. Да, я человек, как написавший кандидатскую, точно могу это сказать, что это не постыдно. Все так или иначе берут чужие работы, их поскольку тоже в какой-то степени перерабатывают. If our gods were copied and corrupted from an older civilization, does that not mean they are false? Does that not mean our prayers to our gods all fell on deaf ears because we were not even addressing them by their true names? Если боги существуют, разве у них не может быть несколько истинных имен? Now that I think about it, my people would sometimes call Osiris the god of many names. Perhaps it is so. But the underworld of my people is so different to this one, and so unlike the way it was described by our priests. Many of my ancestors endured great hardship to live good lives so that we may descend to the Duat in death and be judged accordingly.
We prepared to have our hearts weighed on Anubis' scales and to swear ourselves innocent of sin before the 42 assessors of Ma'at. And yet, I arrive here to find the Book of the Dead contained only a seed of truth. And now I ask myself, did our priests steal and embellish the stories of an older people and feed us lies all our lives simply to trick us into obedience? Господи, да, тут такими местами вопросы поднимаются. Первый раз лагерь Аквис Кверквинис показался полностью, заголовок новости. Я надеюсь, я по латыни правильно прочитала. Ну, Аквис это вода, Аквис. Надеюсь, правильно, Кверквинис. Саргалыч пусть мне будет судьей с моей латынью. Разве честная жизнь не ценна сама по себе? I am not sure I follow. Speak plainly. Твои верования про загробную жизнь оказались неверны, но разве важно не то, что благодаря им ты жил честно? Perhaps there is some truth in that. What is your point? Ты что такое? Я не знаю, что я хочу сказать. Я просто не хочу, чтобы меня убили. И неужели ты отречешься от своей доброты в самый важный момент просто из-за того, что тебя обманули? You are persuasive. Very well. I will let you live, and you may do what you will with that plaque. I will remain here for a while and attempt to learn what I can about the foundations of my people's beliefs. Go. Так. Где оно здесь катится? Где-то оно там. Подожди, дай хоть осмотреться-то. Фонарик, дайте мне, пожалуйста, фонарик. Чего? Ага, здесь, понятно, здесь я не могу спуститься. Так. Чё-то как-то этого самого, господа. Тут воды-то прибыло. Здравия, спасибо, спасибо. А можно еще с тобой поговорить? You again. What is it now? Не, все. As the Romans say, may fortune smile on you. Так, хорошо, дяденьку мы прошли. Залезть. Так. Так, будьте любезны, пожалуйста, нам бы света. Света. О, привет, Гамлет, привет. Так, А дальше-то мне куда? Это, конечно, зашибись. А дальше-то чё, куда? А может, я могу вернуться просто? Может, я могу просто тем же путем вернуться? Да? Я же могу? Так мне осталось квестов-то не так, кстати, много. Привет, Девил. Да, я же... Да, все нормально, я могу вернуться, окей. Очень хорошо, замечательно.
You carry the gift of Prometheus in your hand. Remarkable. Good to see you again, friend. Did you find what you need? Да, Enjoy все, that мы все chat. нашли. But please, keep my presence here a secret, yes? Как погода за бортом? Ну, в принципе, пока нормально. Правда, вроде как уже завтра обещают плюс 27, плюс 28, поэтому... Ну, надеюсь, плюс 30 в Москве уже больше не будет. В принципе, вот сейчас вполне комфортная погода. То есть плюс 24 для Москвы все. Этого более чем достаточно. Больше как бы нам не нужно. Так, ну да. Так. По сути, нам что осталось? Нам, по сути, сейчас осталось создать временной парадокс. Золотое правило. Понять, кто с наибольшей вероятностью нарушит золотое правило и рассказать... Ну, нарушит Малиол. В любом случае, 100% нарушит он. Собрать все 4 скрижали. Так. Выяснить, как заставить Малиола не участвовать в выборах. Выяснить, что случилось с Интиллой. Верхняя цистерна. Галерий. Даже не знаю, как сейчас лучше. Верхняя цистерна, получить там ключ. Главное, мне зачем эта верхняя теперь цистерна? Привет, не злой, привет. Так, загрузочки. Так, приседаем. Я вот не пойму, сколько сейчас времени. Найди меня. Сейчас уже вечер, не вечер. Что, опасно? That's quite an impressive bow you have there. Just like... Хорошо, давай пока сделаем... Верхняя цистерна. Выяснить, как попасть в верхнюю цистерну, спросить у Сенти ключ от верхней цистерны, освободить Дулю, чтобы получить ключ от верхней цистерны. Придумать изобретательный способ попасть в верхнюю... Вообще, у нас есть еще нижняя цистерна, которую мы не исследовали. Мы можем попробовать туда еще сунуться. Сейчас 3:30. И это понятно, что 3:30. Ну чё ты? Я знаю об этой твоей твари, не беспокойся обо мне. Да, давай, пускай меня в нижнюю цистерну. Я тут это поисследую. Чем мы тут это? Опа! Ща мы тут всех расстреляем. До свидания. Так, давай хоть осмотримся. Ага. А вот тебе как подняться, видимо, в верхнюю цистерну. Так, предположим, отсюда я пришла. Что здесь? О, деньги.
Лунная подвеска. Показать кулон Сенти. Кулон в форме луны. На обратной стороне есть надпись на латыни, которая гласит «Сен-Диадеф». Ну, предположим. Это мы возьмем. Да, Так, истощенное человекоподобное существо, осыпанное золотом. Привет, лис мой птифон. Похоже, оно было раздавлено насмерть, когда входило в цистерну из пещеры. Кошель с монетами. И стрелы. Стрелы — это хорошо. А где мертвый-то мужик, на которого напали, мне интересно. Так, в общем, мы можем пойти туда, полезть наверх. Это, видимо, проход в верхнюю цистерну. Так. Здесь мы все оббежали. Да, Skyrim Rome Edition, примерно так. Оу, Саргалыч! Дарк Мессия! Ага. Нет, Саргалыч, это не Дарк Мессия. В Дарк Мессию я уже играла, и мне было больно. Я не могу сказать, что мне прям понравилось. Стоять. О, деньги. Спасибо. Я, правда, не знаю, зачем мне еще нужны деньги, но, видимо, зачем-то. Опа! Так, ну все, здесь мы все обследовали. Наверное, убитый мужик как раз тот скелет, с которого мы кулон снимаем. Странно, что он так быстро превратился в скелет. Он же умер-то не так давно, как я понимаю. Поэтому здесь и вопрос. Ну вот вам, конечно, верхняя цистерна. Так. Супер! Вот тебе и Assassin's Creed. Может быть, для того, чтобы купить голоса для выбора галерия. Может быть. Оба! Так. Погоди, там кого-то держат. Здрасте. А вы кто? You. Who are you? Did he send you? Меня сюда никто не посылал. То еще удовольствие, наверное, по золотым листьям карабкаться. Ну, в условиях того, что, как говорится, что имеем, уже хорошо. Do you know you're here? You have to help me escape before that monster comes back. Что здесь происходит? I'm Centella. I found a way out through the gate of Horn, but it's locked.
So I told him about it, and instead of helping me escape, he locked me up. He wants to keep us all here forever. Or until we're turned to gold. He's a monster. You have to let me go so we can kill him and take his key. Угу. Sentius, my adoptive father. Furies help me. I'll castrate and crucify him. А, так это Сенти с ней сделал. I don't know. He said the gods are on his side because they don't want us to escape either. Behind me, there's an aqueduct tunnel bringing water from outside the city, so it should lead us outside. The only problem is it's barred by a heavy locked gate, and he has the only key. I'm going to take that key from around his neck, even if it means cutting his throat to get it. I'm done caring about the golden rule. I just want out. Help me, and we can escape together. А-а-а. Да-да, мы сначала с ней о всяком поговорим, прежде чем освобождать, потому что мало ли, может быть, это не просто так ее здесь держат. Не верится, что Синти, он же каждый раз самоубийство делает, чтобы проход нам открыть. Видишь, Релиджа? Она говорит, что это ее родной, ну, как бы не родной, приемный отец ее здесь закрыл. There won't be enough time. Just you and me. What do you say? А. Давай, не, подожди, а как же все остальные? There's no time. Wait, did you hear that? He's here. Quick, you have to let me go. It's now or never. Не, погоди, если я тебя освобожу, погибнут все остальные. Я чисто ради с ней, я ее даже не знаю, чисто ради с ней сбегать. What? No, you can't just leave me here. How can you be so heartless? Это слишком опасно. Давай я попробую уговорить Сенти нас отпустить. It's no use. You'll never persuade him of anything. I'm telling you, he's a monster. Please. Я попробую. You're making a mistake. Так. Ну, предположим. Так, а может тут еще что-то есть? Ну-ка, дай хоть осмотримся-то. Ага, дверь заперта. Так, можно мне, пожалуйста... Ну, да, хотя бы, чтобы так оно светило. Ага, дверь заперта. Ясно, понятно. Понять. Так тут квестов-то буквально-то это осталось-то буквально. Раз, два, и мне нужно греческую скрижаль сделать. А чтобы сделать греческую скрижаль, мне нужно, чтобы выбрали галерия. Угу. То есть мне нужно обратно, получается, спуститься. Уи! Нет. Уи! Нет. Ну ладно. Уи! Все нормально. Так, тут ничего у вас интересного нету? Нету. Побежали.
Ну давай, загрузочка, давай. В смысле, что за хитрость? Что? Что? Где? Кто? Ну давай поговорим с Сэнти. Не зазнаюсь, не зазнаюсь. Citizen. Так. Сохраниться. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Yeah? Wait, if I understand correctly, someone is about to break the golden rule, forcing me to create a portal in time to bring you here? I must have entrusted you with figuring out who the culprit is. Only, I assume we failed, and you had to start over. Is that about right? If so, what happened? Так, что случилось? Я не могу остановить эту катастрофу. I see. Look, it's unfortunate, but all that matters now is that you make use of what you've learned and gathered and do better next time. Now, I assume you've sought me out again for a reason. Так. Я знаю, что ты сделал с Сентиллой. Me? What are you talking about? Ты держишь ее в заперти в цистерне. You know, you remind me of him. Al Worth. The fellow who came through the portal before you. Come now. Surely you didn't think you were the only one here who remembered everything. Ага. You see, my connection to the portal somehow preserves my memories from one loop to the next. Whether that was Proserpina's intention or a happy accident, I'll never know. But I'm surprised you hadn't noticed. Here I was thinking you're a little bit sharper than Al was. Or perhaps you're just more willing to break the rules. He was a moralistic fellow, never once compromised on his principles. And because of that fatal flaw, he relived this day many thousands of times before we finally had this conversation. I watched him come through the portal each time, always a little older, a little more disheveled, a little more haunted. And when he finally saw the futility of it all, as you're about to, it broke him. He drank a jug of wine, tied a noose around his neck, and took his own life, just before he was shot with a golden arrow. The next time I awoke, you showed up, but you've caught up to where he was so quickly. I mean, you've lived through the day, what, 4 times? Extremely impressive. And yet everything you've done has been in vain, because there's no escape. Except the path that Al took, the path he wrote about on his tablet. What was it? Ah, yes. Best to take your own life now. So, you discovered my secret. So what? What are you going to do about it? Ты знал, что отсюда есть выход? Ты даже запер собственную дочь, чтобы она не выдала этот секрет. Зачем? Why? Isn't it obvious? Because I have grown attached to all this. My title, my beautiful villa, the sun on my face, the music of birds chirping. And as long as this day keeps repeating itself, I get to enjoy it all, over and over again, for eternity. Don't you see? I have found a way to prolong my life indefinitely, to cheat death. I have become, in effect, as immortal as the gods. Can you honestly say you would not wish the same for yourself? Как тебе релиджен? Отдавай ключ от выхода. And why would I agree to that?
Если ты не отдашь его, тебя могут свергнуть. You might want to think that through. If anyone so much as touches me, everyone dies. Угу. Ладно, может быть, это было бы правильным поступком? You and your pathetic morality. Nobody cares about your opinions, least of all, me. Understand that to me, you've never been anything more than a useful idiot, and you're no longer useful. The only way you're getting this key is over my dead body. And if I die, I won't be able to open the portal for you again, meaning you'll have created a paradox. You see, it was my actions that brought you to this point in time. So if you kill me, you'll stop me from doing so. And you being here will be an impossibility. That means if I die, you'll be flung back to your original time, having caused the deaths of everyone here, and you'll never be able to undo it. Is that what you want? Любопытно. Переживать один день раз за разом. Видно, он совсем потерял надежду порвать цикл, расслабился и начал получать удовольствие. Возможно, Religion. I certainly hope not. In fact, I want it to go on and on forever until you wither and die like Al did, and the gods send yet another useful idiot to extend my life for me. What are you going to do? Beg the gods for help? They don't care about you, and neither do I. Now, get out of my villa. I'm bored with you. Так. Окей. Я, кстати же, могу с этой, с Энтией поговорить. Помните девушку, сестру этой? Цинтиллы. Где, кстати, она? Ты где? Слышь? Я могу рассказать, где твоя сеструха? Где-то она прячется. Где ты прячешься, девушка? Явно не здесь. Да, вот она. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Oh, you heard about her disappearance, I take it. Мне удалось найти ее. Твой отец держит ее связанной в верхней цистерне. What? Is this some kind of crude comment, a joke? Не, это не шутка. No, surely not. Father, is this true? I'm afraid it is. I don't understand. Why? Why would you do such a thing? Because she found a way out. And if you're wondering why I'm telling you this, it's because you're never going to remember any of it. All I have to do is commit a sin, and the day will begin again. О! Watch this. I'm going to kill you now. Many shall suffer for the Ой, sins of the красота! one. Ой, красота! Так, тихо, спокойно, бежим, бежим, бежим. Так, мы день перезапустили. Окей, 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 окей. Это плохо, мы день перезапустили. Ну давай, перезапускай день. Так, ясно, понятно. Случайно перезапустила день. Ладно, не планировала, но окей. Так, и что у нас получилось? Создать временной парадокс. Гераклов труд, бежать. Ну, бежать мы сделали. Значит, мне нужно сделать демократию в действии.
Salve, friend. Mind telling me who you are and what you're doing with that bow on your back? Скоро кто-то нарушит золотое правило. Мне нужно, чтобы ты предупредил всех, кроме Сэнти, чтобы они бежали к верхней цистерне, когда начнется землетрясение. What? That's a big ask. But something tells me you're not kidding. All right, I'm gonna stick my neck out and believe you. But I doubt I'll be able to gather more than a handful of people. Всего пара человек. Ну, хоть кого-то, если что, мы спасем. The 49 melodies fetch again with incessant labor. The water they have lost. По-хорошему мне... Блин, ну мне надо их заново, что ли, всех спасать. Но это... Ладно, уж как пойдет, так пойдет. Кого спасем, того спасем. Так, ты кто? Ты кто? А, ты жрица, все, вопросов не имею. Ты Эквития. Окей. Почему тебе можно иметь оружие, а мне нет? А потому что. Вот потому что. Так. Полезли. Поинк. Поинк. Так, подожди, а нам говорили что-то, что наверху у него там есть дверь запертая. Кому там надо было показать? А разве кому-то надо было показать полумесяц? По-моему, уже этого квеста нет. Да, и глянем. Подожди, фокус с исчезновением, он, по-моему, назывался. Концы вода? Да нет. Так. Мне нужно, получается, чтобы этот снялся с... Подожди, где твой второй этаж? Где проход? Вот он, на второй этаж. Двери. Опа! You're not supposed to be in here. Поговорим? Talk. What business could you possibly have with me? My marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. Понятно. I think a better question is, why am I being interrogated by a stranger who just barged into my villa? I have quite enough marriage trouble already, without having to explain to my husband why I am receiving strange men in private. Preferably the way you came in, by which I mean, please leave. I think it's about to be broken if you don't hurry up and leave. Finally. Ясно, понятно. Особо мы не поговорили. О! Так, стоп. Это чужое. Ну, получается, сейчас нам нужно с Малиолом поговорить и как-то его убедить снять свою кандидатуру. Ну, давай. С Малиолом не получится связаться, пока Галерий не закончит свои дела. Поговорю с ним попозже. В смысле, пока Галерий? Да, блин. Галерий, а когда ты закончишь дела?
How did you get in there, you cheeky little stirkus? If I cop an earful from Malleolus, I'll be coming for you. Да-да. Блин, я не знаю, может, с кем-то из них пока поговорить? What is it, citizen? Не, я могу, конечно, пока Ульпия попробовать сбегать, спасти. Salve. Так ты закончил говорить. Ясно, понятно. Ну, попробуем Ульпия, что ли, спасти. Чё-то он как-то особо ни с кем не разговаривает. Здрасте. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the Golden Rule. It's a ghast. Мы с вами говорили, все говорили. we Да. All right. I can't believe this is how it ends. Oh no. No. Orpheus, what are you doing? That's What? why do you... I'm sorry. Please help him. Thank. You... Well, if you say so. You don't understand. I don't want to hurt anyone. It's too late if I backed out now. No. I am out. Wherever you are. Не получается. Scintilla, my love. I'm sorry. Orpheus, no! Ну ладно. I can't. I'll have Привет, to let everyone know Игромол. what's happened, and I'd best pray for poor. Ясно, хорошо. Ульпия вы не спасли, ну что ж, бывает. Просто чтобы спасти Ульпия, надо, получается, снова красть тот сок. Не, можем, конечно, его по-другому, но погоди, сейчас, секунду. Можно как раз его попробовать по-другому раздобыть, конечно. Уже конец, ну, вроде как. Попробовать спасти еще раз Октавию и Ульпия. Для этого мне надо поговорить с Децем, да? Wonder how much one of these statues is worth on the outside. Hello there, friend. May I say? Well, I'll take your word. За хорошую цену я расскажу тебе, где ты можешь раздобыть такой Now же. you're talking, I'm interested. How about 100 denarii? 2000 динариев. Oh, that's a little excessive, don't you think? It's not the bow of Ulysses we're talking about. Да, думай об этом как об инвестициях. Несколько монет в обмен на богатство, которое даже невозможно представить. All right. But I'm going to need you to tell me before I pay up. Wait. Let's not be too hasty, friend. I just want a little assurance that I can trust you, that's all. I suppose you're right. All right, you drive a hard bargain, but here's your money. Now, the location of that bow. What? But I already knew that, you imbecile. Everyone knows that. You can't take that golden bow because stealing from a goddess in her own shrine would break the golden rule. You promised to tell me where I could get one of my own. What is this? Some kind of joke? I don't believe this is happening. Мы мужика нагрели. Don't even talk to me. Больше интересно, как мне сок Сильфия раздобыть. Don't even talk to me. Да никак.
Так, господа, мне как-то надо поговорить это с Малиолом. Что мне делать-то? Fortune smile on you, brother. Да делай ты свои дела. Хули ты это? Ой, блин. What are you doing in here? Can't you see that she needs the resin of a plant called... What? Quick, give... Yulia, you need to swallow this. Here, let me help you. А, так у меня было. То есть все, я могу теперь Ульпе отговорить. Hopefully in a moment she should be able to breathe normally. That was extraordinary. How did you know she needed this exact thing? And at this exact moment? Are you some kind of oracle? Ну да, практически. A what? I'm sorry. That was... You just saved up. And maybe she can... In the meantime... Так, мне больше That's ничего не a shame. надо. Так, ну ей вроде полегчало. Тебе ж полегчало, Юлия? Так, ну Юлии точно должно было полегчать. Окей. Если Юлии... О! А тебя я могу вылечить? What business? Willowbot, finally, some relief. This is... I've been... I owe you. Да-да-да, за тобой должок. Так, хорошо, двоих, получается, я спасла. Ну, давай еще раз Кульпию. Бежим, 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 бежим. Сколько мне надо ждать-то, прежде чем этот... Я смогу сбегать к Малиолу. Здрасте, и еще раз. Ah, we've... Are you... All right. Все то же самое. Oh, no. No. No, 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 no. Да, давай, давай. В это, в темпе. I'm sorry. Please, help him. Да-да-да, я с ним поговорю. You... Well, you don't It's too... If I... Oh, really? That changes things a little. But we're still in debt. Really? You'd... It seems... Thank you, friend. Да-да-да, мы вообще просто Thank это... you. I'll go and... I just wish that... I'll go and take care of things with Malleolus and tell Yulia the good news. Thanks again, friend. I'll never forget what you did for us. Мне надо как-то решить квест с Малиолом. Демократия в действии и праведник. И потом добраться до греческой таблички. Малиол! Мне его нужен Малиол. Дайте мне поговорить с Малиолом. Что за херня? Так, Ульпи бегает радостный. Давай, 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 родимый. Чуть-чуть до конца игры-то осталось, по сути, если так посмотреть, буквально всего лишь пара квестов. Мне надо сейчас просто сделать так, чтобы не выбрали ни Малиола, ни Сенти, а выбрали Галерия. Ну... Isn't the great temple majestic? Malleolus just released us, and we never have to set foot in that villa again. What? И они там говорят. The newcomer arranged it somehow. Really? Ove. Понятно. Что с кулоном в виде полумесяца, так он, наверное, вряд ли понадобится уже, этот кулон в виде полумесяца, потому что квесты мы сделали, получается.
О! Did you just scale the wall to my villa somehow? I must remember to have words with that buffoon Domitius. Well, why have you risked life and limb to see me? Во-во-во-во. Так. My name is Marcus Malleolus Gurgis. You seem to have confused me with someone else. Угу. Один глаз зеленый, другой голубой, совсем как в приказе императора Нерона о казни. You mean my heterochromia? I am guilty of nothing more than having different colored eyes. And I'm hardly the only person with the condition. Alexander the Great had it too, as it happens. I like to think it is simply the way the gods have chosen to mark a natural-born ruler. Nothing more. Угу. Well, I am not suffering from any delusions, as today's election will firmly establish. Unlikely, because it simply isn't true. Now, was there something else you wanted? Так, I trust you понятно. can see yourself out. Through the door this time. There's a key just beside it. Может быть, поговорить с его женой? Вы так, найти доказательства связи имен Малиола и Квинкция. А как мне это... Как нам это сделать? Привет, Иван, привет. Why are you still here? Я могу помочь тебе отомстить Опа! An intriguing proposition. Go on. Ага, кажется, Малиол не тот, за кого себя выдает. Perhaps you're not as silly as those clothes make you look. What makes you say that? You know, I may have the very thing you're looking for. Some time ago, when he still cared for me, he wrote me a love letter. Only, he used the wrong name. Now, addressing one's wife by the wrong name is not unheard of among philandering Romans. But in this case, the name he got wrong was his own. I confronted him about it, and he stammered through some incoherent response. I let it go, eventually, and yet questions have lingered in the back of my mind ever since. But wait a minute. Why exactly are you helping me? Я хочу, чтобы он отказался от участия в выборах. Так, ну я же сохранилась. To withdraw. Listen, I may not be Penelope to his Ulysses, but to ruin his plans to become a magistrate? You must think me quite mad. I've heard enough. Надо было врать. Here at once. Domitius, come quickly. We're being robbed. Ну ладно, ой, господи, ладно, как с вами все сложно-то, а? Так, хорошо. Окей. Надо было сказать, что это. This time, there's a key just beside it. Давай, не подтормаживай. Ясно, понятно, надо было врать. Окей, нет, без проблем, у меня есть сейвы, поэтому окей, не получилось так. Сейчас попробуем по-другому. Здрасте. Why are you still here? You know, now I confronted him about... I let it, but... Так, ладно. Просто мне тяжело видеть, как с такой красивой женщиной так плохо обращается. Вообще бесстыдная абсолютно ложь. Просто вот вообще. Oh, aren't you charming? I'm quite sure my husband would seethe with impotent rage if he overheard you say that. I love it. It seems our interests are aligned. I imagine knowing his true identity will give me the leverage I need to manage him appropriately. But first,
I need you to do something for me. I want you to bring me some wine. Just one small urn. Вот у нас есть. Don't look at me like that. I know this must be hard for you to wrap your sweet little pleb head around. So what do you need me to spell out? Зачем тебе вино? Let me tell you something about Malleus. He talks a lot about freedom, but what he doesn't tell you is that he means freedom for men. After all I've done for him, counselling him through his entire election campaign, and he had the audacity to lock me in here. He said it was for my own good, and that my drinking was unbecoming of a lady, let alone the wife of a magistrate. I'll show him unbecoming. Tonight, at his victory party, I'm going to get good and merry, and if he tries to discipline me again, I'll threaten to expose his true identity in front of everyone. I am so looking forward to it. You mean, aside from the fact that I'm locked in this room, and Domitius is right outside the villa, because there's barely any left in the city. In fact, there's only one small urn, as far as I'm aware. Я нашла две бутылочки. So, you'll help me? Да, вообще, у меня уже есть вино. Пришла полностью подготовленная. Thank you. Here's the letter. Письмо от Квинкция. Любовное письмо, в котором Малеол случайно признается, что его зовут Квинкций. Ага. Ага. Now, perhaps you can tell me who Quinctius really is. Если верить этой грамоте, император Нерон Именон в прошлом году устроил пожар в Риме. What? He's... Oh no. That's... Привет, Аурелиус. Quite a lot more serious than I imagined. I only wanted some leverage over him, not to destroy him. Give me that immediately. Nobody else must know. Конечно, забирай, а я сделаю себе копию. Another copy? No, 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 no! This can't be happening. What? No. You tricked me, you mendacious little stirkers. It was a lie of a mission. You were planning this all along and you deliberately concealed it. May Jupiter cut you down. Я пойду, пожалуй. I curse you. I curse your life and mind and memory. May you be unable to walk or eat or drink. May this drag you to the depths. This is outrageous. Так. Мужик. Пора сниматься с выборов. Прямолинейно, да. Ну что ж поделать, да. Слушай, я хотя бы прямолинейно. Валер бы вообще его убил бы, ты понимаешь? Он бы тут вообще бы всех бы переубивал бы. Так, ну и что ж. You again. What is it now? Are you insane? You barge into my villa uninvited and then make outrageous demands? Why would I withdraw from an election I'm bound to win? Если я смогу в подземном мире стримить, это будет вообще идеально. Я знаю, что ты Квинкций. Твоя жена показала мне твое любовное письмо, а Нерон хочет твоей смерти. So, it finally caught up with me. I suppose that makes you... what? One of Nero's assassins? Нет, к твоему счастью. So, you're not going to kill me? Да не собираюсь я тебя убивать. Oh, so much work and money. Oh, well, if I do it, you'd let me live? Конечно. Fine.
Ruling this cesspit of a city would have been beneath me anyway. I'll have Domitius notify the priestess of my withdrawal and release those two from debt bondage. There, you got what you wanted. Now, please, leave my villa and never speak to me again. Шикарно. Так, теперь мне надо сделать праведника. Domitius, are you listening? Yes, sir. I've made a decision to release Julia and Ulpius and withdraw from the election. I want you to go and inform Equitia. Sir? Are you under duress, sir? I just had a change of heart. But you were on track to be magistrate, sir. All that work, all that money wasted. Those are my orders. Carry them out. Никто никому не угрожал. As you wish, sir. Никто никого... Я не смотрю. Я вообще тут-то просто рядышком стою. Я просто рядышком стою. Priestess, Malleolus has decided to withdraw from the election. Oh, well, that's surprising. But thank you for telling me. I'll let everyone know. Так. Хорошо. Citizens, I have an announcement. Keep an eye out for Centilla, would you? Malleolus has withdrawn his candidacy from today's election. Unless any new challengers are nominated by nightfall, Sentius will be re-elected magistrate by default. That is all. А вот теперь мне надо с тобой поговорить. Salve again, friend. I went and did as you asked, and it worked. How is it possible that you've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen to them? Я просто гений, можете не это. You're toying with me, right? Wait, you're not kidding, are you? That's the only way you could have known. You're a bit like... Oh, what was his name? Sisyphus. Yeah, that's the one. Old King Sisyphus. Sisyphus was a Greek king a long time ago. For daring to think he could outsmart the gods, he was given a terrible punishment. He was forced to push a great boulder up to the top of a hill. Only, just as it reached the top, it would roll all the way back down to the bottom, forcing him to start over and over and over again for all eternity. Just like you. Actually, now that I think about it, there are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. Tantalus was made to grasp at fruit on a tree he could never quite reach. The Pleiades had to keep fetching water in a sieve. Oh, and Ixion was strapped to a wheel going round and round forever. Это хотя бы не в подземном мире? Ну да, At least you're конечно. not stuck in the underworld like they all were. Anyway, I don't know which god you managed to upset to get yourself into this position, friend, but you seem all right to me. So, I'll tell you what. I'll keep doing whatever I can to help you. And you just focus on finding a way to break the cycle you're in. Так. Anytime, friend. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not as if I'll remember this next time we talk anyway, right? Oh, and if our conversations ever start to annoy you, just Не-не-не-не, tell me подожди, you're мне busy. надо тебя I know магистратом when I'm not сделать. wanted. May fortune smile on you, friend. Стой! Salve again, my Sisyphean friend. Now, what's on your mind? Бла-бла-бла-бла-бла-бла. I've bounced the idea around once or twice, mainly as a way of getting Dooley set free. God knows Sentius is never going to do it. But from what I hear, Malleolus has the election stitched up. Nobody's going to take him on and win. And maybe that's not such a bad thing. I mean, he talks a lot about freedom, so I'm hoping if he's elected, he'll release Dooley from his cell. And that's good enough for me. Так, подожди, Малеол снял свою кандидатуру с выборов. He did? Oh, that was unexpected. I wonder what could have possessed him to do that. Well, I guess it's time for me to step up then. I'll let Equitia know I'll be running.
Да. All right, friend. Hope you find a way to break that cycle you're in. Вот, иди говори, что ты баллотируешься. Хорош стоять. Понять, как добиться избрания галерия. Нужно популяризировать его среди избирателей. Так, хорошо. Not that it's any of your business, but my loyalty is and always will be with Sentius. All right? Как теперь его популяризировать-то? A new face, Ave, and may Vesta. Ага. It must be completed by dusk. Just the same, it'll be between Sentius. Why do you ask? Так, ну голосовать могут, по-моему, только мужчины. All of the male citizens who are willing and able to attend, unless they're running, of course. Ага. That's just the way it's always been, I'm afraid. It never sat right with me, either. There are some women who can vote, Vestal priestesses like myself, but in this case, given my role overseeing the election, I've decided to abstain. I can't allow the perception that I'm being anything but fair and independent, but if it's any consolation, there are other ways to influence the outcome of an election. By using whatever gifts the gods gave you. Понятно. Значит, мне его надо как-то популяризировать. Как мне популяризировать галерия? Мне нужно, чтобы его избрали другие мужики. Давай попробуем поговорим с тобой. Ага. Sentius, I suppose. I wouldn't say I hold him in the highest esteem, but nothing comes to my mind, my friend. Да ну I hope that ёпарасы our ты. paths cross again soon, my friend. Как мне себя популяризировать-то, а? Ah, a new fact. I hear. Well, Sentius seems to know. My vote isn't for sale. Nice to talk to you. Да, это замечательно, все в твоих руках. Как мне, блядь, его популяризировать? Кем мне говорить-то, а? Так. Обратиться обратно к Малиолу? Fortune smile on you, brother. How come you're allowed a weapon and I'm not? What now? I'm not going. Whatever. Just remember, I'll be watching. Снова сделать все квесты? Так, ну этот не пойдет, получается. Окей. Может быть, попробовать с Малиола? У Малиола спросить? Leave me be. Понятно, Малиол не хочет говорить. How come you're allowed a weapon and I'm not? Как тебя можно популяризовать? Oh, and I'm in the running for magistrate. Feeling kind of nervous, but I'm hoping it'll all be worth it when I order Dooley's release. I just hope I'll have the votes I need. Now, what's on your mind? All right, friend. Хороший вопрос. Ага. Hey, Virgil, how much would you want to make me a bow? For the last time, Dacius, I'm not making you a bow. But why? Блин, с Дули, что ли, поговорить? С кем поговорить-то? Hello?
Hello. Bye-bye. Поговорить с Руфием. Руфи. Где, блин, этот Руфи? Где он шатается? Бегать сейчас всех их искать. Он там где-то шатается. Может, ты что подскажешь? Ah, you're here. And I hope I'm not being too forward, but... Да. Coming on a bit strong, don't you think? I take back what... Ладно, не заинтересована. Понятно? See ya. Руфи. С Руфуса, что ли, надо начать? Так. Где вот этот вот Руфи, блин? Где этот Руфи? Где его носит, а? Так, давай сообразим. Мне надо найти Ульпия. Ульпия попросить. Мне надо... Есть подход к Руфию. Так, Руфия попросить. Соответственно... Вот, так, Руфий. Руфыч, мне надо, чтобы ты проголосовал. Sentius, military man. No. Who do you want me to vote for? Галерий. Fine. I'll vote for Galerius. But no more favors. We're square. Ладно, хорошо. No idea what you're talking about? It's... I know. I'll leave him. I'm going to go. Так. Этот проголосует за Галерия. Хорошо, теперь надо бежать к Вергилию. Make sure you stay away from that empty shrine. It's going to collapse at any moment. Welcome back. Well, Cynthia seems to... All right. Так, расскажи о себе. You wouldn't believe how often there are much worse, but once you... Oh, I just say während nicht... Блин, ну у него квест сделался. Some people say it's divine. The word, I mean, which means, and I'm... Good, the first... I'm glad. It's best if... Nice to talk to you. Как его популяризовать-то? Ну хорошо, одного я попросила. Salve. Salve again, my Sisyphean friend. No. Well... Alright. Alright, friend. Хороший вопрос. Вот даже если я одного уговорила, этого слишком... Про смену голоса Где? Где, в смысле, про смену голоса? Так он ничего не говорит, Вергилий. В этом-то и проблема. Welcome back. Well... My vote isn't for sale. Nice to talk to... Голос не продается. Ну вот. Может быть, попробовать... Help! You
some. Thank you. I have to hide. What? Why? All right, Так, ладно, Фабия. Stop right there. Thank you for your service. Как же мне их уговорить-то, а? Бей его, бей, ассасина! Саргалыч, погоди. Бля, я чувствую, этот квест мне придется гуглить, потому что я пока не понимаю, как его сделать. Filthy, lying degenerate. Ой, ну так получилось. Wonder how much one of these statues is worth on the out. Don't even talk to me. Ну, понятно, да-да-да, ты на меня обиделся. Попробовать еще раз с греком поговорить. Ой, бля. Greetings and salutations. Hello again, my... Sendius, I suppose. I wouldn't say I hope... Nothing comes to my mind, my friend. Может, через Фабию как-то на него повлиять? Он вроде за Фабию переживает. Shine, you. I don't. I promise. Oh. All right. Блин, не, я не знаю, все, гуглить. Не очевидно вообще, как я его должна переизбрать, этого чувака. Каким образом мне надо... Я могу, конечно, поговорить с магистратом нынешним, но мне кажется, он как-то больше меня пошлет. Are they? I thought I told you to get out of my villa. Вот кто что может подсказать, а? Понять, как добиться избрания галерии... Бля, ладно, Google, потому что я без понятия, как делать этот квест. Тут вообще мне не приходит в голову, как вообще его можно сделать. Абсолютно неочевиднейший вот этот вот момент квеста. Как-то, блять, ну подсказки бы что ли сделали, а только популяризуйте галерия. Как, блять, это сделать? Да хер его знает. Вот просто, блять, возьми и сделай. При том, что со всеми говоришь, никаких вариантов ничего не предлагается. Вам нужно убедить всех голосовать за галерия, чтобы он освободил Дули, и вы добрались до греческой скрижали. Заебись. Отличное прохождение квеста. Как их, блядь, всех убедить голосовать-то за галерия? Как? Этот вообще не пойдет. Малиол, я не знаю, за кого будет голосовать Малиол. Я пока только смогла убедить Руфи. Все. А остальные мужики вообще никак, никуда и ни в какую. Может, ты мне еще подскажешь, как его это?
Greetings and salutations. Hello again. Sendius, I suppose. I wouldn't say I hold him in the high. Nothing. I hope that our paths cross again soon, my friend. Никак. Просто, блин, никак. Взятку не предложить, ничего не... Я не знаю. Кто может подсказать идею? Feeling all right? That's a shame. Thanks again. Без понятия. Просить у беглого философа? Я говорю, в прохождении квеста вообще написано: вам нужно убедить всех голосовать за Галерия, чтобы он освободил Дули, и вы добрались до греческой скрижали. Квест выполнен. Заебись просто вообще, просто. Ну, как бы, блин, ну, ребят, супер прохождение квеста. Это как бы и я сама понимаю, что их всех надо убедить проголосовать за него. А как это сделать-то, с учетом того, что это никак не делается? Как это? Заебись решение квеста. Единственный способ, как я понимаю, это выполнить их личные задания в день, когда надо выбирать галерею. А я не могу это сделать никак. Я уже заранее все сделала. Ну это тупо на самом деле прикреплять подобное. Вот хер его, я не знаю, как это сделать. Мне, по сути, нужно... Блин, может его как-то обмануть тупо просто. Я не знаю. Hello. Have we met before? Do you like it? But it's mine. Вот же ж... Like... Yeah, Galerius. Все будут счастливы. Как мне, блядь, это сделать? My friend Hannibal used to look after me. He said he gave me this key. All I remember is now nobody looks after. Bye-bye. Но я не понимаю, как это сделать. Кроме того, что мне надо добраться до этой греческой скрижали.
Так, что пишут? Можно попробовать сохранить игру. Новое сохранение. Разве что попросить заранее сделать выборы. Я хрен его знает. Я не знаю, потому что я никак не могу никого убедить проголосовать за Галерия. Вот только разве что Руфи. И то только потому, что он должник. Все. Я хер его знает, как это сделать. Эквити. Пишут что найдите Эквитию, спросите о статусе выборов, затем поинтересуйтесь, может ли она завершить их досрочно. Когда она спросит, зачем это нужно, скажете, так вы предотвратите конфликт между избирателями. Она согласится и начнет собирать людей для выборов. Я не понимаю, как это делать. Ладно, попробуем. Где Эквития? Давай попробуем поискать Эквитию. И скипнуть выборы. Но я хрен его знает, к чему это приведет. Так, это Юлия ходила. Погоди, это кто? Это Руфи ходил. Fortune smile on you, brother. Где Эквития? Так, Деций со мной разговаривать не хочет. Citizen, I thought I told you to get out of... Да. А, боже, они все еще расползаются здесь, как эти, как тараканы. Еще попробуй их найди. Don't you just love springtime? Где Эквития? Дайте сюда Эквитию, кстати. Понятно, дверь заперта. Мужик, ну давай поговорим. Да, я тебя как-нибудь переубедю. Ну вот никак я не могу повлиять. Я хрен его знает как. Whatever's in that great temple up there, don't even talk to me. Ясно, понятно. Где Эквития? Вот где она шатается? О, погоди, а ты, ну хотя бы Ульпия. Ну-ка, Ульпий, давай. Так. Sentius, I suppose. I'd have to be insane to vote for Malleolus after what he did to me. Галерий. The farmer. He's a good man, but I think he's more valuable on the farm than as magistrate. Ну вот опять же, как его переубедить? Sentius, I suppose. Galerius. All right, friend. Thanks for the chat. Никак. Не понимаю, поэтому квест... Вообще не понимаю, как сделать квест
я ему помогла, я его освободила, но возможности в принципе уговорить за то, чтобы он за Галерия голосовал, такой нет. Да хер его знает, я тогда не понимаю, что происходит, как тогда это сделать. Fortune smile on you, brother. Salve again, my... No. Well, it's... I'm one day, my father... Ну, это он просто про себя рассказывает. Oh. Oh, but I... All right. Я хрен его знает. Я не понимаю. Создать временной парадокс. Если мне удастся предотвратить нарушение золотого правила, ему не будет нужды создавать порталы, а значит, я не смогу попасть в прошлое. Парадокс. Но с другой стороны, если сейчас выберут Сентия, так и произойдет. А вообще мне нужна греческая скрижаль. Вот где она? Вот где эта жрица ходит? Вот обычно пишут, что она стоит где-то недалеко от рынка. Может, она в своем храме? А в каком храме? У меня только один вопрос. Где этот храм? Обычно она тусит чаще всего здесь. Вот где она может быть? Ну, дверь, куда она хотела войти перед тем, как ей сообщили о том, что Малиолас отказывается от выборов рядом с гладиатором. Так там вроде нет храма. Fortune smile on you, brother. Здесь вилла Малиола. Здесь чужая вилла. Здесь она точно не тусит. А, не, вот она. О, точняк, она тут тусит. Ну надо же. Так. I beg your pardon? Oh my, that is quite a lot to take in. You'll have to give me a moment. Let's see. If that is indeed the case, I suppose we'd better figure out what to do about it, hadn't we? We don't have much to go on, except the old stories. I remember 4 in Да, это мы все слышали. Sisyphus and fire. So it seems you have 2 Так. May 4. Ave again. Как продвигаются выборы? It'll be between Sentius, the incumbent, and Galerius, the challenger. Why do you ask? As I said, I'm planning to hold it before dusk, but I suppose I could hold it sooner, if there's a good reason. Так, если начать раньше, получится избежать конфликтов между голосующими. Yes, I have overheard some rather unpleasant arguments. The last thing we need here is additional conflict. Very well, I'll get things started right away. Но даже если сейчас выберут Сентия, хорошо, я не сделаю этот дурацкий квест, но я сделаю парадокс. По логике, я тогда сделаю сейчас парадокс. Не произойдет конфликта, не будет временной петли. Let us meet to elect our magistrate. Sounds like the election's starting.
Я, правда, никого не смогла уговорить голосовать за Галерия, кроме одного несчастного Руфия, поэтому я хрен его знает, что сейчас будет. Ну, может быть, Дули откроют? Может, его как-то выпустить? Потому что мне нужно добраться до греческой таблички. Ну, допустим. А где остальные? Там Руфи и все остальные. Что, все? А, ну вон еще два. Ну, здесь... Они все будут голосовать за Сенти. Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and late nominee Gallus Galerius Helva. Marcus Malleolus Gurges withdrew his candidacy earlier today. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name... Что не так с Сентием, но он оказался не очень хорошим человеком в результате. Sentius, of course. Georgius. Sentius. Dacius. Sentius. Virgil. Sentius. Ulpius. Galerius, the man who saved my life. Rufius. The man who treated my rheumatism. Galerius. Citizens, you have made your decision. Sextus Sentius Imperiosus. My fellow citizens, you've placed your trust in me once again, and you won't regret it. I vow that each day henceforth will be just like this one, and I will deliver. You, the new arrival, whatever your name is, you're responsible for this, aren't you? No one Kappa Murday foreigners interfering in an election. Shut up and let the magistrate speak. Malleolus is going to be magistrate by the end of the day. You have no idea what you're doing. You're going to get us all killed. Just stay out of our way, and we won't have a problem. Wait, I will not allow you to do Ага. You're showing your true colors now, priestess. Your corruption sickens me. Domitius, ignore her. Proceed. This is insanity. You'll doom us all. Lies. It is time the Golden Rule was exposed for what it is. A children's exploited by a treacherous... Вот как мне это украсть? Hello? Я не понимаю. The many shall suffer for the sins of the one. Попробую, как ее можно достать? Вот статуя! Я без понятия. Здрасте! Все, и так погибли. Не понимаю тогда. Просто, блин, не понимаю тогда. Salve, friend. Чтобы они бежали к верхней цистерне, когда начнется... Что будет-то? Я не понимаю. What? That's a... I don't...
On your best behavior, I В trust. общем, парадокс не удалось сделать. Попробовать поговорить с Сентием и объяснить ему, что парадокса просто не получается сделать. I thought I told you to get out of my... Блять. Ну вот что? Что здесь тогда должно быть? Как мне этого дули выпустить, а? Как мне получить последнюю скрижаль? Что будет, если убить Сенти? Он ведь открывает тот портал. Не знаю. Fear is proof of a degenerate mind. What is it, sir? Not that it's any of your business. He's one of the best. Treat you and can't ask for much more. All right? Не, ну я не понимаю, как здесь это сделать. Убивать? Да вряд ли тут можно кого-то убивать. А, блин. Я не понимаю, как добраться до последней таблички. Whatever's in that great temple up there on the bluff, I bet it. Hello there, friend. Well. Oh well. Malleolus. I mean, Sentius couldn't even... Very well. Попробовать, что будет, если отпустить дочь Сенти? Salve. Так. Это какой момент квеста? Я еще, видимо, с ними не говорила, да? Вот я не понимаю, как мне добраться до этой таблички. Вот как-то вот... Hello? Hello. Чтоб тебя, блядь, дули, просто передули. Bye-bye. Я не... Вот хер его знает, как добраться до этой таблички. Salve. Что будет, если выпустить дочь? Ну, давай попробуем, выпустим дочь. Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? Мы от этого ничего не теряем. Well. Ну, по факту уже да, потому что я не понимаю, как обойти этот момент. Он тупой, он дурацкий. Я не понимаю, как его... Опа! А чё это ты тут живой оказался? Объясни, пожалуйста, дорогой друг.
You. Thank you. We. Галерий уже знает об этом, когда золотое правило нарушено, он отведет всех сюда, и мы сбежим вместе. How did you know? Wait, did you hear that? He's here. He must be coming in through the door behind me. You distract him. Stay right here and keep him talking while I look for something I can use. Ну, давай попробуем так, потому что я без понятия, как это делать. What did you do with Scintilla? Where is she? So that is how it's going to be. Oh well, this doesn't change anything for me. So, you discovered my secret. So what? What are you going to do about it? Of course. There's no way you could have succeeded. Every soul who has ever found themselves here has broken the golden rule eventually. It is inevitable. Man will always sin sooner or later. Any idiot could tell you this. But where others might see tragedy, I saw opportunity. As I told you the first time we met, I found a way to cheat death. By reliving the same day over and over again forever. And I will continue living long after your dust. Why? Isn't it obvious? Because I have grown attached to all this. My title, my beautiful villa, the sun on my face, the music of birds chirping. And as long as this day keeps repeating itself, I get to enjoy it all, over and over again, for eternity. Don't you see? I have found a way to prolong my life indefinitely, to cheat death. I have become, in effect, as immortal as the gods. Can you honestly say you would not wish the same for yourself? Do you really think you can take on a Decurion with that flimsy little bow? Who? Scintilla? Where is she? I'm right here, Father. The many shall suffer for the sins of the one. Come on, we have to go. The others should be right behind us. Hey, what's happening to you? Так. That light, it's so bright. Создайте хорошо. Мы создали временной парадокс. И что это значит? Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Так. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Ты хочешь сказать, что я прошла игру таким образом, да? Funny you should ask. I was just reading an old tablet I found here. Well, trying. My Latin is kind of rusty, but the last entry mentioned someone with the same name. It described an event about 2,000 years ago. Someone with your name appeared in the city out of the shrine of Proserpina. Freed an imprisoned woman named Scintilla, who then murdered her captor, breaking some kind of ancient law. It said the attack caused golden statues to come alive, hunting down everyone in the city and turning them into gold. Apparently, Scintilla and a handful of other citizens managed to escape, while the stranger disappeared in a flash of light. What? You're saying you were here 2,000 years ago? Но мы не сделали таблички. В этом проблема. Мы не смогли сделать таблички, мы не достали греческую скрижаль.
В этом-то и проблема. То есть мы, получается, таким образом скипнули, просто пройдя, нарушив парадокс. Но мы не сделали таблички, в этом проблема. А как сделать греческую, я не понимаю. Везде очень просто пишут: ну, убедите всех, чтобы все проголосовали за Галерия. Как, блядь, это сделать? Как? Да возможности такой даже нету. Мне очень нравится, как люди пишут гайды. Ну, типа, возьми и сделай. Заебись, ты гайд написал. Как бы, если бы я могла бы это взять и сделать, я бы, наверное, твой гайд бы не читала. Но везде в гайдах написано: ну, просто сделайте так, чтобы они все проголосовали. Там даже возможности нету попросить, чтобы они как-то подкупить их, еще как-то поговорить. Даже возможности нет. Даже Ульпий, которого мы спасли, и он не прыгал вниз, там не было возможности поговорить. Не, ну это уже издевательство. Сидеть, смотреть на ютубе, это не, как бы, ладно, в жопу. Как прошли, так прошли. Просто я говорю, это очень тупой момент. Просто возьми вот этот момент квеста вообще ни хера авторами не проработан. Возьми и сделай. Ёб твою налево, как это сделать? Не подкупить. Не все квесты, какие сделали, мы уже сделали до этого. Если бы я знала, что эти квесты, которые мы их личные делали, они как-то повлияют потом. Блин, ну я не знаю, ну дайте возможность тогда еще раз сделать эти квесты, но их же уже не сделать, они уже засчитались. Украсть? А как украсть Саргалычу? Мне там невозможно украсть. Если бы можно было бы украсть эту табличку, я бы украла. Но туда к этой табличке даже не подпускает. Просто начинается разговор с этим Дуля. Ты начинаешь с ним говорить, он такой: ну, мне эта табличка самому нужна. Не обмануть, не украсть, не попытаться как-то где-то найти ключ, которым можно открыть эту клетку. Никак, просто. Есть, конечно, вариант. Там вроде можно было пойти к магистрату и попросить его открыть этого Дуля. Можно было. Но на что это повлияет? Магистрат, скорее всего, откажется. Скажет: не-не-не, иди ты нафиг. I'm sorry, come again? Let me see that. God, why does this writing look so familiar? I've spent a lifetime in this place going around and around in circles. This is disturbing. But I don't understand how I could have written it. I'm not following. Мне удалось помочь Сентилле убить того, кто открыл временной портал, и вернуть тебя назад во времени, предотвратив твое самоубийство. So you're saying, because a man from 2,000 years ago is dead, he never created a time portal, so I never went through it, and that's why I don't remember any of this. I guess you saved my life then, as well as helping a bunch of others to escape. That's a lot to take in. Maybe we can escape through the same aqueduct Centilla used, if we can find it. В смысле? Так, подожди, давай-ка сейчас, давайте проверим одну теорию. Сейчас мы сохранимся. Давай посмотрим. До того, как мы испортили отношения с магистратом, попробуем попросить его освободить.
So you survived the system. Probably just a stroke of fortune. Don't get caught. Citizen, we're finally alone. I assume you... A cure... I see you're all... Now... We have... Is that a... Ah, look, now. Вот, попробуем, но я не знаю. You mean Duilius? Releasing him is out of the question, I'm afraid. That man is a liability we simply cannot afford. Perhaps you're not aware he was caught multiple times, sneaking around in places he should not have been. Look, I can see where you're going with this. You think me cruel. I assure you, that is not the case. You may not be aware of this, but it was not so long ago, during the Republic, the law of the 12 Tables would have required that he be killed as soon as he was born, owing to his deformities. Here we see to it that he has food, water, and shelter, and most importantly, he is able to continue living. A privilege that would be taken away from all of us, were he to be released and commit the crime of trespass. The man has no self-discipline, poor comprehension of what is going on around him, and is an incorrigible rule breaker. I will not jeopardize the lives of my people so that one man... Не, но здесь без вариантов. Was there something else? Он его не освобождает. Thank you. I'll be... Я не знаю, как нужно сделать последний квест, чтобы все голосовали за Галерия. Просто без понятия. Ну, значит, видимо, мы не пройдем на идеальную концовку, потому что я без понятия, как это сделать. Значит, просто кто смог спасся, тот спасся, а мы перенеслись обратно в будущее. Вернуться к реке. I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. You go on ahead, and I'll be there soon. По сути, там нужно собрать 4 таблички. И дальше будет, как я понимаю, разговор как раз то ли с Плутоном, то ли с Прозерпиной. Я хер его, знаете, как достать последнюю греческую табличку. Вариант только один, но это тупой вариант. То есть разработчики не предусмотрели, как еще можно обойти. Попробовать просто украсть, нарушив золотое правило, ну уж, грубо говоря, грубые силы. Нет, единственный вариант это сделать так, чтобы дули выпустили. А чтобы дули выпустили, надо, чтобы Галерии избрали магистратом. Все, это единственный вариант. Вариативность. Просто я ебу за вариативность. Вот простите мой французский, но вот такие моменты, они просто тупые. То есть я не понимаю, как сделать по-другому. Я бы, может быть, украла бы эту табличку, если бы можно было бы. Просто перезапустила бы временную петлю, у меня были бы все 4 таблички. Нет? Ну ладно, хер с ним. Значит, я прошла таким образом игру. Не на идеальную концовку, к сожалению. You're back. But you're alone. Does that mean you didn't find Al? Да нашли мы Элла, нашли. Oh, what a relief. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there. Why don't you tell me what you discovered while we wait? Что тебе удалось? Да мне практически все удалось, кроме, блять, одного конченого квеста. Ah, I see. I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. Да кто ты на самом деле? Ну мы как бы в курсе. Перевозчик душ мертвых. You can just call me Charon, if you like. I am sorry I was not completely honest with you when we first met. I do not enjoy deceiving people. Believe me, I do not. But I have learned from 5,000 years of experience.
that most people find comfort in familiarity, in gradual change, and coming to see the truth in their own time. That you died, of course. You were dead when I brought you here. My role, as the servant of the god of the underworld, has always been to assist the chosen to cross the threshold from the land of the living to the land of the dead. Ну да, как я и говорила, что мы умерли. Записку от Септимия Дули мы получали. Да, получила. Была она у меня, я ее, по-моему, получала. И что? Вот что дальше-то? Эта записка что дает? Она ж ничего не дает. Мы тогда подходили, когда первый раз разговаривали с Дулем, мы тогда подошли, он нам отдал записку от Септимия. Но записка и записка. Она нам нигде не пригодилась. Я говорю, я не понимаю, как получить последнюю греческую скрижаль. Вообще не понимаю. Нигде нормального толкового описания нет. Просто греческая скрижаль. Вам нужно убедить всех голосовать за Галерия, чтобы он освободил Дуля. Это просто потрясающее описание в гайде. Чё, где, кто, как, да, пофигу. Ну давай, Religion, посмотрим, что здесь пишет. Угу. Ну, да, Дуля просит вытащить его из тюрьмы. Угу. Праведник, да. Так, греческая скрижаль отложена, чтобы сделать праведника. Угу. Вот у меня магистратом не становится Галерий. В этом проблема. Идем следом за Эквитией на форум, смотрим, как проходит голосование, магистратом становится Галерий. Он не становится. Вот в этом и проблема. Он не становится, господа. Я же при вас это сделала. Они все началось голосование. Начались выборы, все выбрали Сентия, а не Галерия. Прибегает Малиол, говорит, что это вообще за херня, я один хрен стану магистратом, и начинается бойня. Ложь, пиздеж и провокация в гайде. Нет. У нас не становится Галерий магистратом. Вот все ровно до этого момента, но у нас Галерий не становится магистратом.
Вот как раз я все это делала. Шла к Эквити, разговаривала с ней, просила заранее провести выборы. Да, в гайде написано: идем следом за Эквити на форум, смотрим, как проходит голосование. Магистратом становится с галерей. Вот это вот мне игра показала. Вот один вот такой вот, понимаете, символ она мне показала. У меня все так же магистратом стал Сентий. И все. А потом прибежал Малиол, устроил истерику, нарушил золотое правило, и на этом все закончилось. Вот вам гайды, понимаете? И те, кто их пишут. Нет? Мудаки пишут эти ваши гайды, вот и все. Ну, как бы цензурного слова у меня для этих людей нет. Вот почему-то у них неожиданно все без проблем, а у меня вот совершенно по-другому. Я не знаю, может быть, по-другому прохождение квестов надо делать. Я хрен его знаю. В какой-то другой последовательности, я не знаю. Но у меня галерий не становится магистратом. Все. Usually, when people do not remember how they died, it is because they suffered a terrible trauma. Most souls would rather not remember. Ask yourself honestly, do you really want to know? На Religion я даже не хочу пробовать. Как бы... Тут сказано, что сразу надо идти заказывать выборы, не сказано, что надо с другими поговорить. Это ни на что не влияет. Вообще ни на что не влияет. То, что ты с кем-то там побегаешь, поговоришь, это не может ни на что влиять. Бессмысленно. Там в самом задании написано: сделайте так, чтобы популяризировать галерия. Все описание квеста. Квест праведник. Как это можно сделать? Я без понятия. Никакой подсказки нет. Когда к остальным подходишь, они все говорят: ну я проголосую за Сентия, потому что, по крайней мере, при нем, ну, есть стабильность. Если типа не за Малиола, то, по крайней мере, за Сентия. Все. Это не может ни на что влиять. Поговорим мы с ними, узнаем их точку зрения. Не поговорим. Они один пойдут голосовать за Сентия. Баста. Бессмысленно. Не может повлиять то, что ты с ними поговорил или не поговорил, на то, что... Неожиданно я ни с кем не буду разговаривать, и они вдруг выберут Сентия. Ну это бред. As you wish. You were murdered. You were exploring an old tomb when you discovered a cache of forgotten relics, including 2 silver coins of ancient origin. Unfortunately, as you emerged into daylight, you were set upon by 2 thieves. A nearby hiker saw the scuffle break out and leapt to your aid, trying to help you recover your bounty. You both fought bravely, but your assailants were armed, and you were not. There was nothing you or your ally could have done. He died instantly at the scene, and you followed a few hours later. That man's name was Al Worth. You were each in possession of a sacred coin, called Karen's Opal by some, and so it was my duty to bring you here. Mm-hmm. Perhaps you have heard the tales of the Greeks and Romans bearing their dead with a coin in their mouths to pay the ferrymen for passage across the river. Well, those stories contained a seed of truth, but not any coin would do. A long time ago, my master created 1,000 silver coins and had me distribute them across the world. My orders were simple. Whenever a person died in possession of a coin, I was to locate them and ferry them here. That is a question you would have to ask him, if that were still possible, in light of the path you have chosen. I am just his servant, doing his bidding. Only now, I find myself bereft of purpose. You see, the coins on you and Al were the last of the 1,000 in existence. There is nobody else to ferry here. Nobody to keep you company.
After 5,000 years, the underworld has finally run its course. Ты можешь вернуть нас в мир живых? Я думаю, нет. I see no point in keeping you here. But I have to ask one thing. That you keep this to yourself. Look! Here comes Al now. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an event 2,000 years ago. Supposedly, the city was destroyed when a woman murdered a tyrant with the help of, well, my new friend here. I know how crazy that sounds. Maybe not that crazy. That woman. I don't suppose her name was... Scintilla? How could you... What? She left a tablet of her own. I stumbled across it while I was waiting here. I think she meant for you to read it. Here, take a look. Какой-то... Слушай, ну, товарищ Харон... Or if you'll ever read this. But Octavia, Lucretia, Horatius, Equitia and I will never forget you, or what you did for us. It pains us that so many of our dear friends were not so fortunate, including Ulpius and Galerius, who heroically tried to rescue Dooley, but never made it back. But there is no point dwelling on what might have been. All we can do is take this gift you've given us, and try to show others the same compassion you showed us. We promise you that saving our lives was not for nothing. Scintilla et al. Ну все-таки не все выбрались. Ну, естественно, Ульпи и Галерии погибли, пытаясь спасти Дуля. Ну, мне больше нравится так это. Ну, мне теперь здесь заняться нечем. Товарищ перевозчик душ, а может ты нас вернешь в мир живых? Почему бы нет? Мне все равно уже нечем заняться. Ладно, давайте возвращаемся. Sounds like you meant a lot to her. I'd love to hear your story, but first, you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? Конечно! Концовка 3 из 4. Это, видимо... То есть, типа, вот идеальная концовка, это, видимо, 4-я концовка. Видимо, как я понимаю. То есть, вот если ты как раз соберешь все скрижали, ты, видимо, спасешь всех. Но мы не смогли спасти, получается, погибли вот этот вот фермер и вот этот вот парень, которого мы спасли от самоубийства, Ульпий. Галерий и Ульпий, получается, погибли. То есть чуть-чуть мы кое-кого смогли спасти, как бы не всех. То есть, я так понимаю, идеальная концовка это 4-я. Мы, конечно, сейчас можем попробовать перепроверить предположение Релиджина, что не надо со всеми разговаривать, надо сразу бежать и типа просить назначить выборы. Давайте-ка сейчас попробуем, но мне кажется, что... Ну, попробуем. Но просто это докажет то, что... Ну, в общем, я не знаю. Я сейчас, конечно, попробую. Я понимаю, что как бы игру делали, конечно, 4 фаната. Но блин, ну, ребята, ну... Как-то вот этот вот момент с греческой табличкой вы вообще не дали выбора. Это тупо. Сейчас, конечно, давай попробуем перепройти этот момент. Так, загрузить. С какого момента мне только бы надо бы это загрузить бы? Давай, 15:59. Это в какой момент было? Так. Thank you. I am delighted and...
Deeply honored to have been elected your magistrate. Пока галерии не за... Так, игра, перестань. Deeply honored to be elected your magistrate. And now... 15:59, это я слишком сильно откатила. Хорошо. Давай... 16:02 это что? Да, ты издеваешься. Хорошо, 16:02 тоже слишком сильно откат. 16:21. Так, подожди, а нужно найти сомнительные... Так, секунду. You again. What? Ага. So... Oh... Fine, I'll have to... There. You got what you wanted. Now... Ну, хорошо, давай. Вот он идет разговор. Так, допустим. Теперь Эквития. Где нам искать Эквитию? Эквития, ты где? Ты где-нибудь здесь тусишь? Нет? Че, не гладиатор свободно по улице гуляет? Ну вот так вот, Саргалыч, не спрашивай меня. Я тут, понимаешь, вот уперлась тут с одним квестом, я его, блин, сделать не могу. Так, подожди. Вот же ж ты, да? Вот она, Эквития. Ну давай, ну что такое? Ну давай, женщина. Priestess, Malleolus has decided to withdraw from the election. Oh, well, that's surprising, but thank you for telling me. I'll let everyone know. Так, вот сейчас она скажет. Citizens, I have an announcement. Malleolus On your best has behavior, I trust. withdrawn his candidacy from today's election. Unless any new challengers are nominated by nightfall, Если до темноты не Centius появятся will be новые re-elected претенденты. magistrate by default. That is all. Ну, хорошо, говорим с Галерием. Так. Пропускаем, говорили. Anytime now. Oh. Salve again? No. But he did. I'll let Equitia. All right, friend. Так, убедили Галерия выдвинуться в магистраты. Окей. Так. Теперь сразу говорим с Эквитией. It'll be why do as I very Ну, давайте. Citizens, it is time. Let us meet to elect our magistrate. Sounds like the election's starting. Вот сейчас мы никого не пытались уговаривать, ни о чем не говорили. Окей, хорошо. Я думаю, все будет так же, как и в прошлый раз.
Вот более чем уверена. Ну давай, Religion, проверим, конечно. Чё-то мне как-то это сомнительно. А на ногах. Все скрестил. На ногах скрещивает Валера обычно. Marcus Malleolus Gurges withdrew his candidacy earlier today. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Сенти! Sentius. Сенти! Sentius. Сенти! Galerius, the man who saved my life. Rufius. Malleolus. Citizens, you have made your decision. Sextus Sentius Imperiosus. My fellow citizens, you've placed your trust in me once again, and you won't regret it. I vow that Я же говорила, все будет так же. will be just like this one, and I will deliver. You and your arrival. whatever Вот you они do, сейчас снова нарушают you're золотое responsible правило. for this, aren't you? Nobody likes Kappa Murday foreigners interfering in an election. Shut up and let the magistrate speak. Malleolus is going to be magistrate by the end of the day. You have no idea what you're doing. You're going to get us all killed. Just stay out of our way, and we won't have a problem. Wait, I will not allow you to do this. You're showing your true colors. Ну, в общем, как мы поняли, товарищи, которые пишут гайды, ни хера не умеют писать гайды. В общем, уметь связно и понятно излагать свою мысль, это тоже искусство. То, что ты написал гайд, еще ни о чем не говорит. Вот, сделали все как в гайде, вот вам и ответ. Короче, не умеют люди писать гайды, не умеют нормально вообще излагать свои мысли. Как вариант, я не понимаю, как они сделали концовку с греческой скрижалью. Ведь нигде же правильно даже не написано. Может быть, надо квесты делать в определенной последовательности. Может быть. Но тогда это еще более тупо. Понимаете? Если оказывается, чтобы ты хочешь полностью все правильно сделать, надо квесты делать в какой-то правильной последовательности, видимо. Но это, конечно, не РПГ. Свободы выбора здесь нет. Просто говорю, здесь тупо. Вот из-за того, что мы просто никак не можем сделать квест на греческую скрижаль, все, запарывается хорошая концовка. То есть вот все, что мы можем сделать, это спасти только часть людей. Надо еще говорить... А как выдать галерию 4 задания? Я не понимаю. Надо галерию выдать 4 задания. Ну хорошо, я помню, что когда я как-то прилетала, там был вариант послать его спасти Октавию, послать его спасти Ульпия. Ну и все. Какие еще 4 задания? Я, например, без понятия.
То есть, господи, ну вы бы хотя бы, товарищи, которые пишут гайды, вы напишите, какие конкретно 4 задания. То есть, чтобы Галерий всем понравился, нужно, чтобы он, например, там спас Октавию, которая отравилась, выдать ему этот сок Сильфе. Нужно спасти Ульпия, значит, это отговорить его прыгать, потому что Октавию спасем. Нужно, например, чтобы он еще то что-то сделал и вот это сделал. Тогда будет хотя бы понятно. Надо выдать Галерию 4 задания. Какие, где, чего, как. Вот дай бог, чтобы эти люди не писали инструкции. Потому что, ну, блять, вот... Кроме мата, к этим людям, которые пишут гайды, у меня ничего нет. Не можешь написать нормально гайд, не берись, не пиши ты гайд, если ты не можешь по-человечески все написать. Отправьте его выполнить все 4 поручения. Какие 4 поручения? Вот, понимаешь, Religion, вопрос у нормального человека. Какие 4 поручения? Я помню, что как-то я его отправляла делать 2 поручения. Это вот как раз на Октавию и на Ульпия. Все. Какие еще 2 поручения? Без понятия. Вот, понимаете, вот люди пишут гайды. По сути, как инструкции. Вот. Возьмите и сделайте. Как? Просто возьмите и сделайте. Зашибись, мужик. Но ты как бы мог бы и не писать в таком случае гайд. Я как бы это... Что ты его написал, что ты его не написал. Ну, я, конечно, могу еще раз перезагрузиться. Могу еще раз перезагрузиться. Но я не понимаю, о каком задании вообще 4 задания сделать. И какие 4 задания? Кто, где, чего, да хер его знает. Citizen. Я могу, конечно, украсть вот этот вот сок. Что у нас есть в инвентаре? Задание. Подожди, инвентарь. Сок Сильфия 2. Караивы есть. Ну вот давай сейчас запустим временную петлю. Просто ради интереса. The many shall suffer for the sins of the one. Только не в спину! Ну, давай. Вот, допустим, мы прилетели. Допустим. 4 задания. Но у меня 3. Вот что 4-е идет? Три задания. Какое 4-е? Yulia? Oh no. All right, I can do that. А, ну вот разве что вот это вот. Poor Virgil. Poor Rufius too, I guess. All right, got it. All right, let me see. Stop Fabia going in, but send the new arrival to the empty shrine. Understood.
Тогда вот это получается. What? Are you... You're serious, aren't you? I doubt Domitius will let me talk to him, but I'll make sure he passes on the message. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. А в чем проблема просто написать, что для того, чтобы вы дали эти 4 задания, вы должны сделать такой-то квест, такой-то квест, такой-то и такой-то. Чтобы было понятно. Ну, вот теперь получается, по логике, тогда да. Сейчас тогда он побежит все делать, все. Получается, тогда вот они 4 задания. The 49 Beladies fetch again with incessant labor. The warden we have lost. Вы бы хоть написали бы, какие 4 задания, что под 4 поручениями подразумевается, что вы должны сделать этот квест, вы должны сделать этот квест, вы должны сделать этот, и вы должны сделать этот. Тогда вы все проходите. Потому что я говорю, я вроде все квесты прошла, вот тут вот понять, как добиться избрания галерия магистратом. Нужно популяризировать его среди избирателей. Ничего, нигде, блядь, никаких проблем вообще с описанием, безусловно. Да, релиджен, какая разница? У всех людей разная логика. Что значит это? По логике перепрохождения написано. У тебя одна логика, у меня другая логика. Разные люди даже по-разному инструкции могут читать. Что значит это? Один кто-то догадался, а я, например, не догадалась. И что теперь? Может быть, надо все-таки подробно писать инструкции? Я не говорю о том, что надо писать инструкции из разряда, как пишут для американцев. Например, там, не сушите в микроволновке собак, это как бы, или кошек, это и так понятно. Но неужели потратить 5 минут больше своего времени, чтобы расписать в гайде, что 4 поручения, это подразумевается то-то, то-то и то-то, это тебя так напряжет? По крайней мере, тогда бы уже было бы понятно. А то, знаешь, дайте 4 поручения галерии. Какие, что, где, кому, чего, почему. Ни хера не понятно. What? My condition is nobody's business but mine. There's no need for that. I just wanted to give you this willow bark to help you treat it. A treatment? Really? Thank God. Finally, some relief after all this time. Thank you, Galerius. You're a good man. And I'll be sure to leave Virgil alone. I know I haven't been at my best lately. Appreciate that. Now, I've got to run. А, ну вот тут вот наконец-то нормальное описание. Вот, понимаешь? Вот это человеческое описание. Вот. Вот тот, кто написал вот это человеческое описание, вот он молодец. Вот. Вот так должно быть написано. Тогда все. Вот тут вопросы отпадают. А не так, что дайте галерию 4 поручения. Are you out of your mind, farm boy? Domitius, that's enough. What? You're not going to listen to this dolt, are you? Galerius, all right, I'll withdraw, and Ulpius and Julia are free. I trust our business is concluded? Yes, that ought to do it. I guess I'll go and tell Ulpius the good news then. Ну вот теперь мы пройдем на хорошую концовку, на идеальную. То есть первая концовка — это мы частично всех спасли. Теперь давайте хорошо. Сделаем другую концовку. Ясно, поэтому надо дождаться, пока он сделает все дела. Ну давай посмотрим все дела. Да-да. Так, вот они говорят, да?
Вот да, я согласна с Саргалычем. Если разрабу все понятно, то сторонний взгляд может быть полезен. То, что понятно для тебя, не всегда очевидно для другого человека. Я к этому. Я, например, да, я не говорю о том, что я там 7 пядей во лбу. Я часто очевидных вещей могу не замечать. Ну, к сожалению. Ну, вот так вот. Поэтому, когда в некоторых гайдах написано, ну, типа, возьми и сделай, ты так сидишь. А как? Как это сделать-то? Напиши нормально человеческим языком, объясни. Вот тот, кто вот это вот расписал, вот он молодец, а все остальные товарищи, пишущие гайды, собаки сутулые. Ну что ж такое, ну ладно тебе. Ну! Где этот галерий? Ты все? Давай, мы хотим посмотреть хорошую концовку. Ясно, понятно. С тобой поговорить, что ли, надо? Так. Don't believe a word they tell you. Пока еще идут сценки. Хорошо, мы ждем. As you wish, sir. Сейчас он должен поговорить с Эквитией. Вот разрабам надо было для таких, как я, дуболомов поставить вариант просто тупо украсть эту табличку. Вот ты не понимаешь, что делать? Ну окей, просто украсть и перезапустить петлю. Оставляйте, пожалуйста, вы разные варианты решений, в том числе и для таких дуболомов, как я. Malleolus has withdrawn his candidacy from today's election. Unless any new challengers are nominated by nightfall, Sentius will be re-elected magistrate by default. Actually, I'd like to nominate myself, if that's all right. Of course, Galerius, that's your right. Citizens, the election will proceed. Salve again, friend. I went and did as you asked, and it worked. How is it possible that you've just arrived? Да, это мы уже говорили неоднократно. You're a... Да. He was forcing... Oh. Anyway, so... Oh, that's kind of you to say. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not as if... and if our conversations ever start to annoy you, just tell me you're busy. I know when I'm not wanted. May fortune smile on you, friend. Так, хорошо, теперь... Надо... Где? Где Эквития? Куда делась она? Что ж ты будешь делать-то, а? Что же они все исчезают-то? Теперь нам нужно выборы. Так, давай, погнали выборы. Ага. Very well. В кандидатах у люди очень замечательные. Давай. Citizens, it is time. Let us meet to elect our magistrate. Time to go to the theater. Как это? Посмотрим второй вариант развития событий. Мы посмотрели один вариант развития событий, если не достать таблички, то есть вот, но найти Сентиллу. Тогда спасается часть людей. Сейчас мы попробуем спасти всех. Как всегда, с криками, с воплями.
Стандартный стиль моего прохождения. Сначала все проходится без проблем, потом начинаются крики и вопли. Да как, мать твою, пройти-то дальше? Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and late nominee Gallus Galerius Helva. Marcus Malleolus Gurges withdrew his candidacy earlier today. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Galerius. He saved the life of my dear friend Fabia. Dacius. Sentius. Virgil. The man who put a stop to the threats I've been receiving. Galerius. Ulpius. Galerius, the man who saved my life. Rufius. The man who treated my rheumatism. Galerius. Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is What? Gallus Galerius Helva. What? It has been decided. Magistrate Galerius, would you like to make a brief address? I just want to say, this isn't something I ever wanted. Now that you've put your trust in me, I'm going to do everything I can not to let you down. I'll need some time to put together a list of the changes I want to make around here. But I promise you, there will be changes. My first order is that Dooley is to be Вот, freed. освободить Дуля. Gracious, release him from his cell immediately. Please. Wait, do I need to say please? I suppose not. That's it. You can all get on with your day. Nothing else to see here. Move along. Так. Дули. Дули, давайте, Дули, освобождайте, а то ж столько тут страданий с этим Дули, блин, было. Сейчас, блин, это, обдулиться уже можно. Да, давайте, освобождайте. Так, сохраниться, потому что сейчас Дули нарушит золотое правило, мне надо будет хватать табличку. Fortune smiles on you today, Julius. Magistrate Galerius here has ordered your release. You're going to let me out of here? I'm sorry it took so long, my friend. And it wouldn't have happened at all if it wasn't for a newcomer. So be sure to offer your thanks when you can. I will. I will. Thank you, Galerius. I'm so happy. I'd love to stay and chat, but I've got a lot of work ahead of me. Why don't you go to the baths? Then tell Georgius I said you could have some new clothes. Then I want you to go home and rest. I'll speak with you soon, Dooley. Та-ра-та-та-та-та. Отлично. Так, ну давай, ты же сейчас нарушишь правила. Я же знаю. Hello? I'm Dooley. Magistrate Galerius said I should thank the newcomer. Are you the newcomer? Mm-hmm. Oh, it is you. Then, thank you. You're a big helper. I was locked up, but they let me out again. I'm so happy. You can have my shiny plaque if you want.
Я уже забрала. My friend Hannibal used to look after me, and he said he always would. Это я все слышала. Before that, he gave me a key to the cisterns and told me to keep it safe. А, ключ от цистерн. Please help me find Угу. it. Please. I had to keep it. Oh, thank you. А вот теперь мы получаем ключ от цистерн. Угу. I hope you find it. In the cisterns, way up high, Hannibal said. Oh, look over there. Something shiny. Is it treasure? Maybe it is treasure. I can see it from my Да. So pretty. And it's just lying out here in the open. Сейчас начнется. Maybe no one will mind if I just take it. Don't you dare. Ага. The many shall Погнали. suffer for the sins of the one. Погнали. Так и знала. Товарищ Сенти, добегите, пожалуйста. Я вас уже тут жду. Не, ну в смысле? Давайте не надо, пожалуйста. А! Come and give me another day in the sun. Это. О! Полетели. Так, щедрая душа. Ну, это я в курсе за щедрую душу. Salve, friend. What? That's... Так, попробуем, конечно, вот так вот сделать. Верхняя цистерна, ну давай сгоняем. В принципе, мы там уже, конечно, были, но можем и еще сгонять. Так, где там проход в эту верхнюю цистерну? Угу. Так, вот оно задание сделано. А теперь мы делаем Гераклов труд. Четыре таблички. I hope you're taking care of yourself. Сейчас опять начнется. Блин, надо было, наверное, бежать. Он же сейчас опять это долбанется.
all right? I can't believe this is how it ends. Да, да. No. Надо было No, Юлию no, no, бежать no. спасать, потом этого еще раз сюда Orpheus, what are бежать. you doing? Я знаю. Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all. Мне надо спасти Ульпия, да? Your life's in danger. Are you? I see. I'm out. Да, 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 я поняла. Надо было его не отправлять, а еще раз по 4 поручениям. Господи, временные петли, а? Да что ж ты будешь делать? Так, подожди, загрузить. Хотя нет, мне же надо было, когда я только появилась. Так, загрузить, подожди. Угу. Еще раз отправить его по всем делам. Всех спас. Так. Oh, sounds serious. Угу. Yulia. Poor bird. All right, let me. What? I'll go, but once I'm done, I'll need. Вот скорее мы сейчас сделаем вот это вот. Тогда это всех спасет. You, Tantalus, cannot catch the drops of Пока он там делает, как раз еще раз сделаем этот квест последний. О, боже мой, как же здесь надо-то это извернуться, чтобы все успеть правильно сделать. Угу. Так, все, вот оно выполнилось. Вот он теперь Гераклов труд. Сохраняемся. Вот, теперь здесь никого нет. Отлично. Вставить скрижаль, вставить скрижаль, вставить скрижаль, вставить скрижаль. Ага. Опа. Да? Да. Плутон? В общем-то, без разницы, что так, ты говоришь. И чё, никто про скрижаль не... Ну, догадался один старый вот этот вот философ, который внизу сидел, но... Видимо, больше никто не догадался.
Египет? И Шумер. А, как ярко, боже мой. О, боже мой. Это вообще какое-то будущее пошло. Ну все, понеслась. Здравствуйте, Ису. Это что за ассасин? Саргалыч, не меня спрашивай. Ты не меня спрашивай. Не, ну зато теперь понятно, чем ребята вдохновлялись. А? And here you are. Allow me to introduce myself. As you have already gathered, I've been known by many names. Nergal to the Sumerians, Osiris to the Egyptians, Hades to the Greeks, and Pluto to the Romans. But the one constant through it all has been my title, God of the Underworld. And I've been watching you with curiosity, mortal, ever since your arrival. You're unlike the others, aren't you? And what is more, you carry a weapon that was never intended for mortals to wield, and you do it so brazenly. But there will be time for your reckoning later. First, as a reward for undoing the desecration of my obelisk, I will allow you to satisfy your curiosity. Ask what you will. My story is many thousands of years long. You will need to be more specific. What do you wish to know? It is a matter of perspective. God is a label I was given by you mortals, not one I gave myself. Your ancestors revered me because to them, my knowledge and technology made me incomprehensibly powerful, just as you might seem so to an insect. But despite all that, there are rules even I must obey. Не, ну у меня такое ощущение, что здесь реально вот этот вот момент, это просто... Ребята вдохновлялись последними ассасинами с их Ису. Прям вот... Что-то такое прям это угадывается. Такое есть подозрение, чем они вдохновлялись. My kin and I all adopted this form long ago, so that we might better understand and communicate with your kind. In time, we grew fond of the sensory delights it affords: desire, joy, ecstasy, even rage and sorrow, while an acquired taste can be addictive. No. Long ago, I swore to Persephone that I would remain in this form for as long as we remained among your kind. I must honor that. This is my beloved. Like me, she has been known by many names. Ereshkigal to the Sumerians, Isis to the Egyptians, Persephone to the Greeks, and Proserpina to the Romans. Or perhaps you might know her as the goddess of springtime, the cycle of life and renewal. Your gaze lingers too long. Ты слишком долго на нее смотришь. Не, ну слушайте, ну это не ревнуйте, я же ничего такого. That is my servant. You would have met by the river, though she wears many faces and goes by many names. Kumutubal to the Sumerians, Kirti to the Egyptians, Charon to the Greeks, and Charon to the Romans. Her role is to ferry souls between the mortal world and this one, and to make their transition as seamless as possible.
For that, she earned herself the infamous, if erroneous, moniker, the Ferryman. You will talk more later. For now, ask your questions. As you wish. It has come to be known simply as the Underworld, and it exists because of a wager I made long ago. That is a long story, one that began over 3,000 years ago and continues to this day. You see, long ago my kin and I set out from our home on Elysium to search for other forms of life among the stars. We discovered your planet and witnessed your kind evolving from primates into something lawless and barbaric. You all but destroyed yourselves, your 2 short lives being extinguished by violence and ignorance and disease. Yet Proserpina saw raw potential and persuaded the rest of us it would be squandered without our intervention and stewardship. So we revealed ourselves to your people in a place called Sumer. We offered guidance in agriculture, toolcraft, and law, and you called us gods. For a time you flourished, but soon you were too many for us to oversee. And as you spread from that cradle of civilization, we saw something disturbing. We had sown the seeds of dependency and confusion, and soon you returned to your old ways of violence and ignorance, this time in our name. My kin had seen enough, and gave up on your kind, condemning you as barbaric and chaotic, scarcely more than animals. We began preparations to return to Elysium, our home world, a utopia unspoilt by conflict and unimaginable in its beauty. But my Proserpina could not bear to abandon your kind without guidance, and knowing it would force the rest of us to leave her behind, she made an extraordinary sacrifice. She gave up her immortality to descend permanently to the ranks of humankind. And so she began her inescapable trajectory toward death. Horrified, I acted swiftly. I placed her in suspended animation in a deep frozen sleep to prevent age and sickness from claiming her. And then I pleaded with Proserpina's father, who the Romans called Jupiter, to bring her with us to Elysium. It was and is my hope that once there, we might one day learn to undo what she has done to herself. But he refused. I did everything I could to persuade him, but he would not relent. He would rigidly uphold his final pronouncement. Humans were unworthy of ascension to Elysium, and no exceptions would be made. But seeing that I was aggrieved, he proposed a wager, the terms of which were as follows. If even one human city could prove itself capable of living without sin for a single year, then Proserpina and all of humanity would be permitted to join us in Elysium. My part would be to remain behind, the last of my kind, to watch over you without interfering, and to sit in silent judgment. And so my reward has been to languish here, enduring a 3,000-year winter, waiting for the day your kind proves itself worthy of her faith in you, so that I might take her with me to Elysium and unthaw my goddess of springtime. And here I am, after all this time, still waiting. Как всегда. А в чем была проблема просто энное количество людей отобрать, объяснить им всю эту ситуацию и в красках описать, что, ребята, вы год живете без преступлений, и после этого вы переноситесь в настоящий рай, где будете жить до скончания веков в райском блаженстве. Уж, я думаю, адекватные, нормальные люди прекрасно год смогут прожить без преступлений. Кстати, это кто? Я отходил. Ну, это вроде как раз Плутон. Да, и уже грешить там. Поэтому, господи, просто объясни. Не надо вот этих вот каких-то золотых правил, еще что-то. Просто соберите людей, объясните им популярно на пальцах. Говорят, ребята, год вы терпите, а потом, как говорится,
казино, вино, шлюхи и все остальные, все прелести жизни. Год бы все бы точно бы просидели бы, не гукнули. Тем более вы, увидев такого бога в таких космических декорациях. Все бы сидели бы. Вообще без проблем, мужик. А не вот это вот все вводить, какие-то золотые правила. Есть оно, нет, это вообще. Собрал, объяснил популярно и все. Вообще, да, мне в проповеднике просто. Ребята, год продержитесь без преступлений, потом будет все райские блаженства. Я думаю, уж год бы все бы точно продержались бы. There were also gods who, like me, have been known by many names, but perhaps you knew them by their Roman names. Our leader Jupiter, as well as Neptune, Saturn, Juno, Minerva, Mars, Venus, Apollo, Diana, Vulcan, Vesta, Ceres, and of course, my beloved Persephone. As the first wave of your kind arrived from Sumer, I had them build a city in their own fashion, so that they might be comfortable and recreate their lives here. I had them build the entrance as a vertical shaft leading to baths, to cleanse them of the sins of their former lives, and to prevent escape. I watched wave after wave of Sumerians arrive, and as their civilization declined over the centuries, they were replaced by Egyptians. Of course, believing themselves to be the superior civilization, the Egyptians promptly built over what had been built before, and made all the same mistakes. After another 1,000 years, the Greeks began to arrive, and then the Romans, and they all did the same thing. They built upon the underworlds of their predecessors, renamed their gods, and ensured their foundations were forgotten. Чисто пацанская проповедь. Все сразу грешить перестанут на год и повторяйте ее ежегодно. Да. Ребята, так, мы продержались год. Так, теперь надо продержаться еще 1 год. А после него еще 1 год. Но обязательно потом будет все вообще фильм. Все будет в шоколаде. To ensure the wager was fair, it was important that my subjects were chosen at random. To this end, I had my servant distribute 1,000 tokens fashioned from silver, a rare element at the time, across all of Sumer. Whoever died while in possession of one of them would be located by my servant and ferried to this place, with no memory of how they arrived. As the tokens were discovered, they were traded, smelted, and fashioned into trinkets, and eventually coins, spreading to Egypt like seeds on the wind. Later, when they spread to Greece, they would come to be known as Charon's Oval, or as coins for the ferrymen. Some placed coins in the mouths of their dead, hoping they would awaken here, though they had no way of knowing which coins were fashioned from the original tokens. In fact, almost all of the tokens are accounted for, only 2 remain. And so after this wave destroys itself, as it is destined to do, your kind would have squandered the last of its potential to ascend beyond this rock, and Persepolis along with it. Я это каждый раз на Новый год слышу по телевизору. Ну вот, видите, вот. Так что я это... Меня можно в спичрайтеры. Я такой спич напишу, как это, нормально. Просто, понимаете, каждый год слышим по телевизору. Вот если бы Владимир Владимирович бы обращался бы к людям вот примерно в таких вот декорациях, я думаю, это было бы гораздо что-то более интересное. Сказав, ребята, год держимся, потом прилетают инопланетяне, нас всех забирают и отправляют в рай. Это на фоне какого-нибудь огромного космического корабля. Я думаю... Вполне такая речь могла бы подействовать. It is a regrettable story. One of the first men who came to this place was a king of Sumer and a troublemaker. To be rid of him, I returned him to his people on the condition that my servant erased his memories of this place.
But the erasure did not take completely, and he told stories of this place as if describing memories of a dream. His tales were committed to writing, which came to be known as the Epic of Gilgamesh, and his words were twisted and distorted over generations. Later, the Egyptians would adapt Sumer's stories of the underworld, making them wildly intricate and labyrinthine. Their Book of the Dead and Book of Gates bore less and less resemblance to this place in their priests' pursuit of profit. Then, when the Greeks began to arrive, they proved far more cunning, and in a series of incidents that will not be repeated, 5 of them escaped. A warrior named Heracles, 2 kings named Sisyphus and Theseus, a poet named Orpheus, and a Trojan named Aeneas. They each told embellished tales of this place, how to get here, and how to escape. And so from Sumer to Egypt, Greece to Rome, your kind has always told each other stories about this place, though each story contained only a seed of truth. Of course. Не, ну так-то, в принципе, как они закрутили сюжет, неплохо. Я говорю, единственное, я, конечно, с этой греческой табличкой я здесь ругалась, но... That is merely the name your people have given to it, but yes, it is my doing. Ага. That is a story dating back to the very first wave. After the Sumerians finished building their city, the self-declared ruler threw a banquet to celebrate. Now this man was unmarried, and many women were vying to become his wife, a prestigious position of power and influence in a new world. Of all the women, 2 were particularly ambitious. Both were beautiful, and both arrived at the banquet wearing eye-catching dresses and painted faces, their hair woven in elaborate fashion. The first woman, recognizing that she would require an advantage to win the ruler's affection, draped herself in jewelry, ornate necklaces, bracelets, and rings fashioned from gold. Seeing this ostentatious display, the second woman grew envious, for she had no such jewelry at her disposal. She prayed aloud to any gods that would listen to cover her in gold, and when her prayer went unanswered, she took matters into her own hands. While the others indulged at the banquet, the second woman summoned the first for a discussion in a quiet place. She checked that nobody was watching, and pushed her rival from the top of the ziggurat, where she broke her neck on the rocks below. But I was watching, and I decided to answer her prayer. I took the golden bow left behind by Diana, and I shot that woman in the heart, covering her from head to toe in a layer of molten gold. And I left her to stand there, that she might serve as a grim reminder of what befalls those who sin in my domain. But that was not enough, for the entire city was tainted by her sin, and the wager could no longer be won. So I had no choice but to wipe the slate clean. I gilded them all, to make way for a new wave, and began the wager again. And to this day, each of them, and all who came after, line the halls of this city, inanimate but conscious, suspended in time with only their sight and hearing preserved, so they may bear witness to and lament the folly of your kind for eternity, as silent golden sentinels. Ну что ж, неплохо, я могу сказать, неплохо. I give your kind a second chance at life, as well as ample warning about my law. And when you disobey, and you always disobey, you force my hand, bringing terrible suffering upon yourselves. And so you ask if I am the one destroying your lives. And I say, no, you destroy yourselves. I am merely the means by which you do it. When my kin departed, they left behind many relics which I inherited. Consolation prize of sorts. The golden bow originally belonged to one of my kin, who the Romans called Diana. As my collection of golden statues grew,
I chose the most ferocious among them, and equipped them each with a duplicate of her bow, and tasked them with hunting down the Forsaken at my behest. They became known simply as Furies. I've always considered that the cornerstone of morality is the ability to determine right from wrong on one's own. No attempt to lay out rules like your Code of Hammurabi or your 12 Tables of the Roman Republic can ever cover all possible scenarios. This should come as no surprise to you, since the core principle has been expressed in many forms by many of your civilizations. The Egyptians made a rudimentary attempt with do to the doer to make him do. The Greeks refined it with avoid doing what you would blame others for doing. The Roman Stoics added, treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Even the so-called cultists hiding among you often say, do unto others as you would have them do unto you. It is the simplest of concepts, and each one of you is born with the faculties required to apply it to any situation. Yet none of the peoples who expressed this rule were able to uphold it. Curious, is it not? Угу. Так, а стоит ли ему нахамить? Да и ты, кажется, свои правила тоже не соблюдаешь. Enough. You clearly know nothing. I'm able to commune with all of the statues in the city. Their ears are my ears, and their eyes are my eyes. If she was still conscious, I suppose she could, but she's not. Why do you ask? Then what an odd question. Do you plan to speak in sweeping generalizations? Or are you going to give me an example? Долговая кабала? You speak of the moneylender. How is that inconsistent with the rule? And he would never have signed a contract pledging his labor for 30 years. All he did was enforce the terms of a contract signed voluntarily by others. Ignoring your irritating sense of moral superiority, this is interesting. I'm curious, how do people escape poverty where you're from? I see. And how long might it take such a person to repay their debt? I fail to see how your system of loans is significantly different to a debt bondsman signing over his labor for 30 years. Это разные вещи. Ну, вообще, конечно. Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Похищение? Abduction? You mean the magistrate imprisoning his daughter in the cistern, I take it. He did so because she sought to escape, a sin I take particularly seriously. Better that he stops her from escaping, albeit brutishly, than I have to wipe out this entire city to punish her. Wouldn't you agree? Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? The midwife in the palace, yes. How is that inconsistent with the rule? The rule is do unto others, meaning other people. Those statues are something else now. Bloodless shadows, mere shapes of their former selves. They are forsaken. What happens to them is no concern of mine. Applying this rule always requires us to interpret the meaning of the words. A literal interpretation helps to minimize the ambiguities of your primitive language.
Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn you Опять all он to про golden это. Нет, meat. не надо нас превращать в золотые Is that what you статуи. Now tell me, what other sins do you believe I have Что все как начинает, как это? Ah, the tavern keeper, yes? How is that inconsistent with the rule? I disagree. Having watched that tavern keeper, that is precisely what she would expect from others. She would view it as a game, one she intends to win. Applying this rule always requires speculation to some degree. It requires us to ask what another person would want if they found themselves in another situation. Может, стоит нажать? Не знаю. Зная его, думаю, не стоит. Now tell me, what other sins do you believe I have? Пока я, пожалуй, не буду нажимать. Так. I've seen no such thing, but in any case, taking one's own life is a self-directed act. It is not one that is done to others, however they may be affected by it. Therefore, it cannot be said that one who commits suicide has done anything unto others. Да мне хватает твоей... Блин, я боюсь тут ошибиться. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Да, неудивительно, что люди считают богов жестокими. Это лишь доказывает, насколько субъективны и ненадежны твои моральные принципы. В оценке хорошего и плохого ты не лучше людей. Do you honestly think you could do better? Нет, но в этом и смысл. Никто не отличает добро от зла настолько, чтобы доверить ему такую власть. Ты превратился в тирана. I should strike you down for that. Если сделаешь это, ты подтвердишь мою точку зрения. Now, did you have any other questions before your reckoning? Very well. Так, у меня больше нет вопросов. Так, у меня больше нет вопросов. Good. Then now it is time for your reckoning. Only, it seems, something is wrong. It has long been within my power to see into the hearts of mortals and weigh their deeds in life. But when I peer into you, I see only a blank slate, as if you did not exist until you appeared in this city. How is this possible? Charon, where did you find this one? I do not remember ferrying you. How did you come here? Я из будущего? If that is true, then I sense the intervention of someone powerful. How did you come to be in this time, mortal? Who brought you here? We cannot know. Так, но она говорит, что он не должен знать. Второе. У меня была надежда, что ты сам это мне объяснишь. Ну давай. I do not know. My kin departed long ago, and Proserpine has slumbered for 3,000 years. Ну, допустим, разве бог подземного мира не должен это знать? Tread lightly, mortal. Enough of this. It seems I will need to put your reckoning on hold for now. But answer this. Why have you come here? What is it you seek? Я хочу, чтобы ты отменил золотое правило.
hubris is amusing, so I will allow you to make your case. But I warn you, if you anger me or waste my time with lies or wrong-headed arguments, you face death here. So, tell me, why should I put an end to the so-called Golden Rule? Может быть, третье? Золотое правило развратило город, сделав твой выигрыш невозможным. Нет, четвертое нет, однозначно нет. How so? And be specific. You have made a grave allegation, and I expect you to back it up. Ну, давай первое. Ну, давай начнем с первого. Может быть, здесь все можно будет сказать. Руфий стал параноиком, что набрасывается на все подряд, например, на любовь Вергилия к мужчинам. He is a volatile and confused fellow, that one. Он нервный, сам не знает, что хочет. Ну да. Аврелия пользуется отчаянным желанием других выбраться, продает им яд болиголова. I admit, I have grown disturbed watching her. Малиол обрекает людей на долговую кабалу, убеждая, что отказавшись, они нарушат твой закон. His cruelty does seem to grow greater by the day. Ну это все примеры. Pathetic. You will need to do a lot better than that. В смысле? Так. Ну, допустим, почему ты ждешь, что мы будем вести безгрешную жизнь, если сам на это не способен? Я хрен знает, пропустили мы что-то или нет. That is a very serious accusation, mortal. What sin have I committed? What evidence do you have to support it? Может быть, блин, ну первое жахнуть... Разве ты не похитил Прозерпину и не удерживаешь ее здесь насильно? I am well aware of the story told by the Greeks and Romans of my so-called abduction. It is entirely unfair. My love was dying, and I intervened the only way I could to save her life. What would you have done? It was an act of rebellion against the others. She knew I would have to act to save her, and I did because I loved her. I love her still. Accordingly, I reject your argument. Понятно. These people were all dead when my servant found them. I gave them a second chance at life. Would you prefer to have simply ceased to exist? Привет, Вэлфари. Что тут? Да, тут уже боги. Ну, возможно. Then you still have the option to end your life should you wish, and you are no worse off than if I had not intervened. Accordingly, I reject your argument. Да, постоянно у него аргументы не принимаются. Every one of those people was guilty of failing to ensure their peers lived virtuously. They failed collectively, and so they were punished collectively. The Romans understand this, as did the Greeks before them. Ну, наверное, если бы мы поменялись местами, ты бы не хотел, чтобы я наказывал тебя за грехи других людей. But I'm a god, and you are a mortal. Why would you expect me to treat you as I treat my own kind? You are not a peer. You are not a respected equal. Let me ask you this.
Do you treat insects as you wish to be treated? Do you care for their well-being as you would your fellow man? Do you ensure they have food and shelter and protection from predators? Do you give them rights? Ну, лгать ему нельзя. Of course not, because that would be absurd, just as it would be absurd for me to treat your kind as equals. Хорошо, в чем твой народ превосходит людей? Where to begin? Our lifespans exceed yours by thousands of years, in which time we accumulate vast wisdom and a mastery of technology you cannot begin to imagine. Because that is the source of our power over you. You could say that. А что там римские стоики говорили? My kin have no superiors. That is true. Go on. Make your point, mortal. Если ты сам не можешь жить по своему правилу, почему ожидаешь этого от людей? Let me ponder that for a moment. If you are right, then it would follow that all this time I have been in the wrong. But no. The very thought of it grieves me. How can I accept your argument when doing so would make me a tyrant and a monster? Класс! Как я могу согласиться с твоими доводами, если они выставляют меня тираном и чудовищем, поэтому я не буду соглашаться с твоими доводами? Гениально, гениально! Как я могу согласиться с вашими доводами, если, например, они выставляют меня дурочкой, поэтому я не буду соглашаться с вашими доводами? Шикарно! Учитесь, господа, учитесь! Wait, what? What are you saying? Ой, все, да? Да. You have spoken eloquently, and yet, if what you say is true, it follows that my wager was fatally flawed from the beginning. But that would mean Jupiter, Proserpina's father, who knew more about you than anyone, proposed a wager I could never win. Why would he do that? Блин. Второе, что ли? Или первое? Записывает. A mistake. But he is the best and greatest of us. Your words sting me, mortal. But perhaps it is what I deserve. As difficult as this is to admit, I have suspected as much for a long time now. And I cannot deny it any longer. I've been so fixated on taking my beloved to Elysium that every time one of you sinned, it wore away my hope of being with her again. In time, I began to despise your kind for making her believe that you could ever be better than you are. But my rage was not born of malice, quite the opposite. Everything I have done, I did because I loved her. Who knew this empathy of yours, which you celebrate so much, could have such a dark underside? This has gone on too long. It is time for me to let go of this form, of her, of all of you. But know this, if I abandon the wager and leave for Elysium, neither she nor your kind may ever ascend. В смысле? А почему нам нельзя наилить? господа!
Because doing so would violate the rules of my sacred agreement with Jupiter, and you would receive a hostile reception. The best I can do is return you to the land of the living. I will have Charon make arrangements to ferry the others. But as for you, be aware you will be separated from the rest. Once this exodus begins, the events that brought you to this moment will never have taken place, and you will have created a paradox. What will become of you is difficult to predict, but that is the risk you have taken by interfering in the natural flow of time. Now, are you ready? Ничего не поняла, подожди. То есть всех, в принципе, вернет, всех жителей города, но нас не вернет. Так, что ли, получается? Farewell, mortal. Так, мы убедили его отменить золотой... А что с нами-то происходит? Я не поняла. А что с нами происходит? Ага. То есть, погоди, то есть мы всех людей вернули. Oh. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Know who you are. I barely remember how I got here myself. Oh, did that lady in the forest send you in here after me? I guess I lost track of time, learning about the history of this place, and it is extraordinary. I'm fairly certain you and I are the first people to set foot in this city for about 2,000 years. Fortunately for us, the last person in here was a Roman man named Galerius, who inscribed an account in Галерий. Apparently, there was a community of 20-something people trapped in here, and living in fear of a curse they called the Golden Rule. They believed that if even one person sinned, an unknown god would cast them all into gold, like the 1,000 people who'd lived here before them. Then, one day, just as Galerius had finished praying for a good harvest at the shrine of Proserpina, an oracle appeared and told him how to solve the ills of the city, like saving the life of a dying woman, foiling an assassination attempt, and so on. Meanwhile, the oracle walked up to the temple of the mysterious god, this one right here, and demanded an audience. And the doors just opened up to him. Nobody knows what went on in there, but Galerius wrote the oracle must have been more persuasive than Odysseus, because the next thing he knew, the ground shook and the voice of that god rang out over the city. The many have suffered long enough. Unfortunately, Galerius' account just sort of stops after that, leaving a lot of questions unanswered. What became of him and the other people who lived here? What happened to all the golden statues? And did this mysterious oracle single-handedly undo the curse that had terrorized people for hundreds of years? Это наших рук дело. What? Oh, I see. For a moment there I thought you were serious. Anyway, I think I found a way out through the aqueduct that brought water into the city. Follow me. Релиджн. В смысле? Не, ну это же мы молодцы, Релиджн. Чё это? Ну, то есть в первом варианте, получается, мы спасли часть людей. В этом варианте мы, получается, спасли, как я понимаю, всех. I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. You go on ahead, and I'll be there soon. То есть, получается, мы именно сняли золотое проклятие. Есть, видимо, вариант вообще только в одну моську выбраться, бросив всех, как я понимаю. Там, я так понимаю, что можно выбраться вообще только вместе с Октавией. Ну, не с Октавией, как это, с Сентиллой. You're back. But you're alone. Does that mean you didn't find Al? Oh, what a relief. Thank you so much.
I was beginning to think you'd both become trapped in there. Why don't you tell me what you discovered while we wait? Ah, I see. I thought you might. Ну, это мы уже говорили. Now you know. I suppose you have questions. Опять мути. Нет! You can just call me Charon, if you like. I am sorry I was not completely honest with you when we first met. I do not enjoy deceiving people. Believe me, I do not. But I have learned, from 5,000 years of experience, that most people find comfort in familiarity, in gradual change, and coming to see the truth in their own time. That you died, of course. You were dead when I brought Ну, это my мы все role видели. Да. as the servant. Угу. Most souls would ask your Угу. as you wish. You were explored. Unfortunately, near you both. There was he died. That man. You were each in possession. It means I am now bereft of purpose. There is nobody else to ferry here. Nobody to keep you company. After 5,000 years, the underworld has finally run its course. Perhaps you have heard the tales of the Greeks and Romans. Это мы Well, тоже along my слышали. orders. It means there Нет is no. цели. Да. I see no point in keeping you here. But I have to ask one thing. That you keep this to yourself. Look! Here comes Al now. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an oracle who confronted a god and undid an ancient curse. Sounds like quite a story. And I look forward to hearing all about it. But you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? Ну, конечно. Еще послесловие год спустя. У нас вот этого вот не было. То есть это получается правильная концовка. Hey, you made it. It's great to see you again. I read your book, and what the critics said about it. I guess they weren't ready for your theories about the underworld. Anyway, after everything you've been through, I thought you might appreciate some good news. Почему вместо Элворта здесь стоит Вергилий? I started doing some research into the people mentioned in Galerius's tablet, and I found something strange. I'm sorry I've been so cryptic. I've been dying to tell you. I just really wanted you to see this for yourself. Why don't you head on down there? I'll catch up with you at the other end. Он реально, они использовали... То есть, подождите. Прошлый раз моделька Элла Ворта была другая, сейчас они использовали модельку Вергилия. Ну, забавно. Что тут скажешь? Забавно. Сейчас они мне все будут тут это пихать. Конечно! It's a crazy story. After you disappeared, Charon appeared and told us she was returning us to the world. Even gave us some coins to help us start our lives over. Only, for some reason, she returned us to your world instead of ours. Anyway, I know we only ever had that one conversation, and I wasn't even sure if you'd remember me, but I wanted to say thanks for freeing us from the underworld and giving us a second chance at life. Вот, блин, зашибись. Она древних римлян вернула в наш мир. Спасибо, да, спасибо. Но только она вернула нас не в наше время, а в твое время. Зашибись. Спасибо тебе, Харон. То есть вот древний римлянин, так сказать, он без проблем адаптируется к жизни через 2000 лет. Вообще без проблем. Oh, I used Charon's gift to buy a farm in Umbria. Got a villa on it too, with enough room for Dooley, of course. It's hard work,
but I sleep soundly every night. I'm finally my own man, and I wouldn't change it for the world. Саргалыч, я не знаю, да? I know. I can't believe my luck either. But we're engaged and living together. We're planning to get married next spring. If you're going to be around, we'd love to see you there. Of course, there's a whole museum full of people waiting for a chance to thank you, so you better keep moving. We'll speak again soon, my friend. Какая прелесть! Oh, hello. You're here. It's lovely to finally meet you. Galerius told me all about you. So, you're the hero who somehow vanquished the last of the Roman gods. As I'm a priestess, you realize you've put me out of work. I'm just teasing. Actually, and it still feels a little sacrilegious to say this, I'm finding life after religion quite enjoyable. Жизнь без религии мне очень даже нравится. Ну да, действительно. Galerius and I are engaged and expecting. We've just bought a lovely villa in the countryside with room for a large family, and Dooley too, of course. It feels like the world has just opened up for us. There's so much to learn, and so many more possibilities for our children than we ever imagined. We're just so thankful for what you did for us, for all of us. Oh, it's sweet of you to ask. She recovered nicely. In fact, she's here somewhere, if you'd like to ask her yourself. See you at the wedding, I hope. Боже мой, такая милота! Hello, I'm Dooley. Galerius said you're very nice and a big helper. Thank you for getting us out of the bad place. I didn't like it. I live at Galerius and Equitia's house. They look after me now and help me remember when I forget things, like brushing my teeth. Treasure? Oh, I forgot about that. I like my box now. Galerius got me a box that tells stories. It's my favourite thing. Yeah, they're fun. Bye-bye. А, боже мой. О! Стоит, смотрит. Hi there, I'm Horatius. Конечно же, римский легионер очень приспособлен к современной армии. Сразу видно военного. Одел сразу шмотки цвет хаки прям. Прям сразу же пойдет служить по контракту. I understand we have you to thank for giving us a second chance at life. And reuniting Centilla with us as well. So, thank you. Да, чем нынче занимаешься? I'm living up north and studying in the military academy in Modena. Да, да. One day. The world's changed a lot. But some things stay the same. Would you believe we're still studying military tactics from my time? Alexander the Great, Caesar, Hannibal Barca. Still, I have to keep challenging myself to let go of old ways of thinking and embrace the new. As Seneca wrote, the ones who pioneered our paths aren't our masters, but our guides. Я прям вижу этого древнего римлянина 2000 лет назад в современной военной академии. Да, я прям это вижу, да. Да, ну в строю-то он ходить обучен. И самый плюс, в современной армии нет децимации. Я думаю, он такой, у вас нет децимации? Фу, прям вообще лафа. И телесных наказаний нет. Фу, вообще лафа. Не, ну слушайте, ну ему, конечно, вообще лафа тогда служить. Децимации нет, телесных наказаний нет. Как говорится, поят, кормят, одевают. Вообще шикарно. Даже деньги платят. Ah, you remembered that. Thank you. I grieved for a time. But that's done. In the words of Epictetus.
As those who rode behind triumphant generals, remind them they are mortal. Remind yourself your precious one isn't one of your possessions, but something given for now, not forever. Ты знаешь, Лимберджек, выбирая между сортиром, зубной щеткой и телесными наказаниями и децимацией, я выберу сортир зубной щеткой, я тебе честно скажу. Уж лучше так. Thanks. He's not my... Oh, I see what you did there. Good one. He had more trouble adapting than most. He got himself disqualified from the UFC, so he started some kind of underground blood sport tournament, like we had in Rome. Suppose it appealed to people's baser instincts. And they say he made some good coin, killing a bunch of men like that. But his luck finally ran out, and his life along with it. You know what they say. Live by the sword, die by the sword. Бедняга томится, и бывший гладиатор не приспособился. Ну что ж. Perhaps. And you. Farewell. Так, а вы кто? А, Сэнти. Это I младшая. take it you're the Oracle. Thanks for coming. Actually, I changed my name to Cynthia. I didn't want to be associated with Sentius after what happened. I'm not sure if you heard, but after you drove Pluto off, Proserpina emerged from the Great Temple. She knew right away what none of us had figured out about that psychopath. He'd been keeping my little sister locked up in the upper cistern all that time. But he's been dealt with. He's... you know what? The important thing is, we'll never see him again. Anything I want. I'm a woman of means in a vast new world. I can go wherever and do whatever I please. Of course, I mostly just stay in my villa and have my servant Alexa summon things for me, because it's just awful out there. Barbarians everywhere. Ужасно, кругом же варвары, они говорят на латыни. He's still there, all alone. The last golden statue in the underworld. Trapped in a metal shell, slowly losing his mind until the end of time. Eternal torment. Just what he deserves, if you ask me. Then I suppose he got his wish. You too. See you around. Так, хорошо. You're the Oracle, right? Да, это я. Oh, of course. Sorry. And I never got a chance to thank you for telling Galerius how to save my life. And of course, getting me and all of us out of a terrible situation. Oh, I barely recognize myself. I'm living in a house share in London with my wonderful girlfriend. And I'm studying English at university. Eventually, I want to travel the world and write about it. Turns out, it's about 30 times bigger than the Roman Empire ever was. Did you know there are entire continents Rome never knew existed? And you can travel almost anywhere in an aircraft, which is rather like flying on a Pegasus, but much more comfortable. Oh, sorry, you already know all that, of course. I'm just so excited. There's so much to see and learn and write about. Почему мне кажется, что если бы реального древнего римлянина перенести через 2000 лет в современный наш мир, он бы вот так вот сидел бы, забившись в уголки, и такой: «Ля, что происходит-то? Где я? Кто все эти воры? Господи, что я здесь делаю?» Вот реально, вот примерно было бы как в фильме «Пришельцы», если бы не круче. I really am. Last I heard, Malleolus kept insisting he was the last rightful ruler of the Roman Empire, and wound up being committed to a psychiatric hospital. As for Claudia, she was always so viciously unhappy. Someone said she'd blown all her money on wine, trying to drink herself back to the underworld. After the horrific way they treated Ulpius and me, I can't help feeling a sense of... what's that German word? Schadenfreude? I couldn't agree more. Ugh,
Someone told me she was boasting about getting her claws into some rich prince, and how she was going to be living the high life from now on. Even in your time, life still isn't fair. Apparently, he'd proposed before they'd even met. And last I heard, she'd bought herself a first-class one-way ticket to join him in some exotic place called... what was it? Nigeria? Some people have all the luck. В Нигерию отправился. Не, ну в Нигерии, наверное, тоже можно хорошо жить. Really? I feel better already. Thank you. You too. If you're ever in London, let me know. We can go to bars and drink wine and listen to the stories of the 9 million people who live there. I hope so. Так, ладно, не со всеми еще договорили. You are here. It's nice to finally meet you. Lucy is fine. I'm making an effort to blend in, as you can see. We are all trying to keep a low profile. If the world knew we died 2,000 years ago and were suddenly brought back to life 12 months ago, they'd never leave us alone. Speaking of which, I wanted to say thank you in person. I'd say the gods smile on you, but I hear you drove the last of them off. So... I'm studying to get into medical school. As much as I resented the responsibility of keeping everyone in the city alive, when it ended, I realized I missed it. So I guess I'll just keep saving the world, if begrudgingly, one patient at a time. You too, don't be a stranger. Угу. Кто тут у нас еще остался? О! Мой любимый грек. Ой, ты посмотри, какой красавец. You must be the legendary oracle. Hello. It is a sincere privilege to finally make your acquaintance. I am Georgius. I am told we have you to thank for freeing us from Hades, and for that I am most grateful. I am reacquainting myself with Greece. It has changed so much over the last 2,000 years, I barely recognize it. This is at once heartbreaking and thrilling. Perhaps one day, once I have seen all of this new Greece and sampled her delights, I will settle down in Santorini in a villa overlooking the Azure Sea. I hope you will join me there and regale me with the story of how you faced off against the fearsome god of the underworld and won. You too, my friend. Эх, Санторини. Так, это Фабия. You're the one we've been waiting for. I'm Fabia. I wanted to say thanks for sending Galerius to save my life. I don't know how you knew, but I would have been crushed by that shrine for sure. I'm just so happy to be here with you and everyone together again, even if it's just for one more night. Well, it's not like I have to work with all the silver Charon gave me, so I just do what makes me happy. Mostly that means baking for my friends and looking at memes while binging TV shows in yoga pants. What a time to be alive. Она идеально влилась в будущее. Делаю выпечку для друзей, смотрю мимасики в трениках, параллельно залипая в телек. Идеально просто. Вот человек себя нашел в 21 веке. Oh, it really is. You too. А, философ-отшельник. I take it you're the oracle everybody's talking about. It's a pleasure to finally meet you. We have... I'm sorry, I don't remember. In any case, I'm Philip. I never thought I'd leave that cave, let alone the city. And now I'm living in the 21st century. What a time to be alive. And it seems I have your catabasis to thank for it. I'm working as a consultant to the Faculty of Classics at Cambridge University, helping fill the odd gap in their knowledge. Not that I need the money, but I do love being around enlightened minds again. My sincere thanks once again. Все просто, все такие счастливые, все нашли себя. Some soiree, innit? О, боже мой.
Hello at last. You must be the oracle I've heard so much about. I'm Dacius. Listen, I wanted to express my sincere appreciation for what you did. If it wasn't for you, I'd never been able to sell all those useless old relics I accumulated. Whatever you did in that temple made me a very wealthy man. Thank you. Such acerbic wit. I love it. I took the money I made from selling my trinkets and started investing in the stock market. That's where the real money is now. In fact, I was hoping to ask your advice, you being the oracle and future seer and all that, on which stocks I should invest in next. I can't decide between fossil fuels, tobacco, gambling and arms. What would you recommend? Действительно. Oh, don't be like that. You can tell your old pal Dacius. I won't take no for an answer. Прокаты DVD, светлое будущее. Да-да, у проката DVD светлое будущее. Печатные СМИ вернут себе былую популярность. Телевидение станет следующей великой вещью. Давай телевидение. Oh, of course, yeah. I was just thinking the same thing. I'll go home and buy up as much stock as I can tonight. I'm gonna make a bloody fortune. Of course, don't let me keep you. Thanks again for the tips, my friend. Боже мой. Good evening. Oh, hello. It's lovely to meet you. I've heard so much about you. I'm thankful that you're here. I was sure the person who drove off the last pagan god would have more important things to do than visit the likes of us. But thank you for coming and for saving our lives. What you did was extraordinary, and I'll never forget it. Привет, Флот, привет. Ну, выбираем между прокатами DVD и печатными СМИ и с телевидением. Ну да, я, наверное, выберу телевидение. I'm living in Rome again, in a charming little flat by the Tiber. Not far from my old place. Oh, and... Кризис-консультант. Да, конечно. After you sent Galerius to persuade Ulpius not to take his own life, I was inspired. I just want to spend the rest of my life helping people. Like you helped him. Господи, сколько ж сейчас каких-то профессий, кризис-консультанты, бля. Я не знаю, ну это как уборщица, клининг-менеджер. Кризис-консультант. Thank you. That means a lot. And you. Oh, and I hope this isn't too forward, but some of us are going out for a drink after this, if you'd like to join us. Да, конечно! Wonderful. I'll see you soon. А завхоз это supply manager, понимаете? Greetings. Ну, по сути, это тот же психолог, если я правильно понимаю. По сути, это тот же просто психолог. Психологи же тем же самым занимаются. Она же имеет в виду, что, типа, ее вдохновил случай, когда мы помогли мужику не покончить с собой. Ну, по сути, это тот же психолог. Психологи же этим, по сути, в том числе и занимаются. Не, в данном случае, как я понимаю, имелось в виду именно психологическая помощь. Потому что древняя римлянинка вряд ли может что-то освоить в плане кризисов по экономике. Ну вот, при всем моем уважении, но вряд ли. Thank you for your kind words and for liberating us all. In all the time I was in the underworld, I never once imagined that I might end up in a place so much like Elysium. Я не уверена, Флот, что древнего римлянина можно просто так взять и, вырвав его из привычной обстановки, просто переместить на 2000 лет вперед и такая, ну давай, учись экономике, учись, так сказать, кризисам. Не, ребят, это так не работает. Тут бы человека бы просто бы приучить к современной жизни, чтобы он там, я не знаю, телевизора не пугался, лифта не пугался, там, я не знаю, под машины не бросался.
А вы говорите, давай, осваивай умения там экономики за 2000 лет. Не, ребята, это так не работает. Вы просто представьте себя, вас, я не знаю, взять и просто переместить на 2000 лет вперед в какое-нибудь там дико будущее общество. Да вы там только осваиваться на том, как все работать будет, вы там будете только вот так вот, а как это вообще все работает? Поэтому нет. Не думаю, что это так все работает. Да-да, давайте римлян научим квантовой механике. Вообще говно вопрос. А куда идти за перемещением? К ближайшему грузовику. Как говорится, как показывали нам все исекаи японские. Просто грузовик сам и перенесет вас, ну, либо в будущее, либо в магическое средневековье. Поэтому грузовик сам. Точно переместит. Но если не в будущее, то как минимум в кому. I'm recovering. Octavia was kind enough to let me stay with her for a while. At least until I'm well enough to be independent again. Ah, you remember that. I'm a little tired of Ovid, but that's all right. I have 2,000 years worth of poetry to catch up on now. I'm already up to the 19th century, and am quite enjoying the work of a fellow named Poe. I think I may have found a kindred spirit. Men have called me mad, but the question is not yet settled whether madness is or is not the loftiest intelligence. And you, farewell, friend. Так, господи, сколько ж у вас тут разговоров-то, а? О, хабаш! It is an honor to finally meet you, Oracle. You know my name? Oh, of course. You are an Oracle. You know many things. I too would like to offer my thanks for releasing us from that place, and for your role in bringing us here. This world is truly wondrous. For a time, I returned to Alexandria, but they have no need of another fisherman, and I came to see there is nothing for me there. Instead, I have decided to follow the custom of your youths and backpack the world. It is a great adventure, and I have met many people from many cultures. I spent the first 25 years of my life avoiding the 42 sins that would deny me access to the afterlife. Now, I think it is time В молодости я не грешил, теперь можно погрешить. Indeed. Thank you. Хорошая мотивация. Как говорится, раньше я был хороший, мне нельзя было грешить, а теперь я решил погрешить. Зашибись. Hello there. Oh, I go by Gabriella now. I didn't want to be reminded of that monster every time I heard my own name. After you drove Pluto off, Proserpina came and released me, and that monster got what was coming to him. Don't worry, nobody did. I'm living with Ulpius on a little vineyard in Umbria. It's even more wonderful than I dreamed it would be. I'm so grateful to you for making sure he's still with us. If you're ever passing through the region, I hope you'll come and visit us. You can try some of our very own wine. Мы, получается, смотрим уже вторую концовку, потому что я сначала прошла на одну концовку, у меня не получалось пройти на идеальную концовку, потом мы все-таки обнаружили, как пройти на идеальную концовку, и вот мы теперь прошли на идеальную концовку. Thanks. You too. Поэтому это концовка, где, так сказать, ты всех спасаешь. It's nice to finally put a face to the name. I'm Ulpius. Да знаю я тебя, Ульпий. I understand I have you to thank for sending Galerius to save my life. The way you just showed up out of the blue and stopped me from making a terrible mistake. I'll be forever in your debt. I'm living with Gabriella in Umbria. We finally bought the little vineyard we always dreamed of. It'll be a little while before we know what we're doing, but every day I look at her
and this extraordinary new world with all its beauty, and I think, what if I'd given up hope and missed out on all of this? So we're living each day to the fullest. And we end them all the same way, sitting together on our terrace with a glass of our wine, which the locals say is almost drinkable now, and watching the sunset over the rolling hillside. And I couldn't be happier. Жаль, тема с пришельцами не шибко и раскрыта. Ну, в принципе, там понятно, как говорится, что там была за история. Поэтому... Thank you. I wouldn't be here without you. Да давай уже все понятно. Не было его, да. О, Руфи. Так, вы что, вместе тут стоите? Nice to meet you. I go by Rufus now. New start, new name. Oh, and thanks, by the way, for what you did. Sorry, I'm no good with the mushy stuff. Сейчас, секунду. I live with Virgil in Rotterdam, not far from where he grew up. It's very modern. Destroyed in the war. То есть все-таки он с Вергилием. Rebuilt it. Ах вы, боже мой, а! Good place for a fresh start. Haven't decided what I'm going to do with my life yet. One adjustment at a time. То есть сначала он ему кричал: ты грешник, грешник, ты вообще нас всех погубишь, ты вообще чем занимаешься? А теперь такой. Вместе с Вергилием-то. Ага. Age of Decadence будет, правда, не знаю когда. У меня пока и столько игр на заказано, и еще столько в планах проходить. Как бы он у меня есть в планах на прохождение, но пока точно не в ближайших. Good to know. Anyway, it was good practice for the new world. Security cameras and smartphones everywhere. Got to stay vigilant. You too. Look us up next time you're in the Netherlands. We're grateful. Ну давай. А ты небось дизайнером стал, да? It's so nice to finally meet you. I've heard so much about you. I wanted to thank you personally for getting us out of there. And for helping Rufus come to terms with himself. He may come off a little gruff, but once you get past that, he's a lovely fellow. Да, понятно, что он милый. I'm studying to be an architect again, and living with Rufus in our beautiful flat in Rotterdam, just down the river from Nijmegen, where I grew up. Of course, it's improved immensely since I was there last. Gleaming futuristic buildings Да, and clean образованные, streets, full of главное, educated, образованные, accepting толерантные people. люди. You natives of the 21st century have no idea how fortunate you are. Действительно. Не то, что вот эти вот все варвары. Вот образованные, толерантные люди-то в Нидерландах-то, это да. You too, as Rufus said in his own laconic way. If you're ever in the Netherlands, we'd love to show you around. It's the least we could do. Так, Age of Decadence нет, я ее пройду, просто она у меня должна быть под настроение, поэтому... Так, не ловлю на слове, мы не ловим ничего на слове. Просто у меня должно быть пока настроение, у меня сейчас пока много других проектов. Я про нее помню, она у меня в Стиме лежит в библиотеке, поэтому... Она у меня, так сказать, постоянно перед глазами, поэтому можете не волноваться. Age of Decadence, я до нее доберусь. Надеюсь, ему нравится Рождество в Нидерландах. Ага. There you are. I hope you enjoyed that. Now, there's one more person I wanted to introduce you to. I think you know her.
sorry if I frightened you. Just a little joke I've been saving for a long, long time. А. I am Proserpina, former goddess of the cycle of life and renewal, and now a regular mortal. I wanted to meet you in person, and thank you for freeing all these people, and me. I hate to think what would have happened to us without your intervention. Indeed. Suffice it to say that while Pluto was controlling the eyes and ears of each golden statue, I was able to control their tongues and whisper to you when he was distracted. I am sorry my messages were so cryptic. There were only ever brief windows in which I could speak to you without being detected. I did. I may have given up my immortality, but I still retain my gifts as the goddess of the cycle of life and renewal. After witnessing Pluto punish countless poor souls over thousands of years, I knew this generation, the final wave, would not survive. So I tried to give them a way to buy more time. A second chance. Rather, as many second chances as they needed to avoid his wrath. So I whispered to Sentius in secret, telling him the prayer required to create a portal in my shrine. I knew the danger of humans being corrupted by godly power, and so I put a safeguard in place. I required the creator of the portal to sacrifice their own life, so that it could only be used selflessly to help others. What I did not anticipate is that Sentius would retain his accumulated memories from each previous day, and as a veteran soldier he had long since shed his fear of death. He quickly discovered that he could, in effect, prolong his own life indefinitely by exploiting the cycle. Of course, once I had taught him the prayer, I could not unteach him, and there was little I could do but wait for someone like you to come along and see him for what he was. We were all fortunate you came along when you did. I don't know what happened to him. I haven't heard from him, and I rather hope it stays that way. Понятно, что стало с Хароном. Oh, she inherited dominion over the underworld. Last time we spoke, she was working on a new world of some kind. She wouldn't say what it was, but I'd be surprised if you don't run into her again. I imagine we all will, one day. And you, although it feels like I've known you forever. Oh, and one last thing. Do you remember all those golden statues scattered throughout the city? Good, because they remember you. Well done, my friend. О, Of all the боже мой. heroes who ever journeyed to the underworld in Да your ладно, time, вы хотите сказать, что просто так кучу народа вернула, да? Угу. Hercules, Orpheus, Theseus, and Aeneas would be proud. А такие власти современных стран такие, ну, в принципе, ну, подумаешь, там эту кучу народу вернулась, вообще непонятно. Кто эти люди без паспортов? А кто-то из них шумер, а кто-то египтянин, кто-то называет себя греком, римлянам, все такие, не-не-не, все нормально, давай. Ну вот, собственно, 4-я концовка. В общем, мы посмотрели 3-ю и 4-ю концовку. Я так понимаю, что это, ну, 4-я самая, типа, хорошая, ты спасаешь вообще всех. А 3-я, ну, частично ты людей спасаешь, не всех, только несколько. Ну, в принципе, сама по себе адвенчура неплохая. Моя первая концовка была 2-й, моя первая концовка была 3-й. Я таки это... Да, каждый день столько народа непонятного появляется без паспортов. Поэтому нет, ну сама, в принципе, история, задумка неплохая. Как говорится, с учетом того, что это все делали сугубо фанаты на скайримовском моде. Поэтому, ну, в принципе... Вот. Ладно, ну... Вот единственное, я говорю, был, конечно, непонятен момент с греческой табличкой. Вот этот вот момент я, конечно, типа... Как, чего, где? В гайдах толком ничего не написано, пока мы, наконец-то, все-таки это, нормальный гайд не нашли. Где было все-таки нормально написано, что же там подразумевалось для того, чтобы пройти на
хорошую концовку, достать эту греческую табличку. Вот. Так, в принципе, с учетом того, что я не помню, сколько там сейчас игра стоит в Стиме, но она очень какие-то небольшие деньги стоит. Понятно, что это не AAA проект, поэтому, в принципе, вот я говорю, 1-2 вечера, как адвенчура, побегать, ну, вполне. То есть, очень даже неплохо. Забавен, конечно, был момент с этими пришельцами, так сидишь такой... По-моему, это мне напоминает Assassin's Creed с их ИСу. Вот прям... Так сидишь, так что-то это мне так издалека напоминает. Да, в принципе. Ага. Пришлась... Ну, практически пришлась по душе. Да, вот момент у меня с греческой табличкой, он меня подбесил. Это да, там меня кое-что подбесило по моменту прохождения с греческой табличкой. Ну, как говорится, спасибо релиджину, он таки все-таки как это, докопался до момента, что ж там надо все-таки делать и как попробовать, поэтому ладно, окей. Все, мы таки прошли Forgotten City, игра оказалась очень небольшой, буквально на... 3 стрима, с учетом того, что второй стрим у меня вообще, он, так сказать, был оборванный, потому что у меня вчера просто вырубили интернет, и я только успела, дай бог, там 2,5 часа отстримить, поэтому... Ну и, собственно, ну, считайте, игра где-то в моем медленном прохождении буквально где-то часов на 10, поэтому игра очень небольшая. Крузаки, ну, в принципе, да, теперь, наверное, следующая игра у нас какая будет, это, наверное, Крузаки, и Валера заказывал Iron Danger. Поэтому мы, наверное, там как это, почередуем. Я там у Саргалыча спрошу, когда он относительно свободен. Там, может быть, или завтра, или, может быть, тогда там в субботу. Вот. Тогда, в принципе, у нас, да, следующие мы, наверное, параллельно я буду проходить Crusader Kings и... Go on Epic. Не-не-не, подожди, Саргалыч. Не-не-не, погоди, погоди. У нас это, я уже настроилась на это, на крузаков и Iron Danger. Так что, сделай персонаж, Саргал. Я даже не знаю, как там персонажи еще делать, поэтому... Вы еще погодите, мне еще до крузаков, там еще надо сидеть и меня водить за ручку в крузаках. Так что... С крузаками это прям надо будет отдельный стрим, где я буду сидеть, и меня прям будут все сидеть со мной и водить за ручку. Я думаю, что лучше всего это либо суббота, либо воскресенье для крузаков. Так, давайте я сейчас прервусь. Сейчас на сколько времени? 19:46, где-нибудь на полчасика-часик. Дальше мы, наверное, на вечер что-нибудь посмотрим. Я думаю, какую-нибудь эту... Как их? Документалочку. Вот, завтра тогда, ну, посмотрим, решим, в общем, следующие игры у нас Crusader Kings и Iron Danger, но я буду чередовать там. Вот, сегодня вечером мы тогда просто посмотрим документалки. Саргал на Валерии уже руку набил, как водить в крузаках. Ну вот теперь надо, чтобы он на мне руку набивал в крузаках. Я точно так же буду сидеть такая, а чё, а это чё, а это куда, а это как? Потому что я, конечно, крузаки уже попробовала. В принципе, обучение я что-то там прошла, ну как-то что-то освоилась, но по сути надо там, конечно, начинать все сначала и учиться, и разбираться, что за что отвечает. Ну, в общих чертах что-то как-то я поняла, как там играть. Вот. Все, давайте тогда сейчас прервемся. Вечером тогда мы посмотрим документалки. Крузаки тогда, наверное, может быть, на выходных, а... Параллельно тогда, наверное, начнем проходить Iron Danger. Это, как я понимаю, небольшая тактическая РПГшка. Она тоже, в принципе, по времени прохождения где-то там часов на 15-20. Так что следующие тогда мы будем смотреть Crusader Kings и Iron Danger из игр. Все, давайте тогда не прощаюсь, пойду поем. Всем, кто будет кушать, тоже приятного аппетита. А увидимся тогда уже вечерком на документалку. Я так в поселенцах обучение прошел, а потом благополучно многое забыл. Ну вот у меня точно так же. Я вроде что-то прошла, вроде что-то в крузаках поняла, но поняла, что многое не поняла. И меня надо еще там водить и объяснять, что делать.
То есть, может быть, часов на 30, но Лимберджек, зная, как я играю, часов на 30 это мало. Вот честно, игра на 30 часов для нас это по сути мало. Вот в среднем у нас на игры уходит где-то часов 60, 70, 80, 100. И только благословенный Pathfinder у нас уже где-то часов 500 наиграно. Все, давайте тогда до вечера. Увидимся тогда вечерком на документалках. Всем приятного аппетита. Пойду тоже перекушу.